Он надеется превзойти способности своего отца и в конечном итоге возглавить ресторан, но он в ужасе слышит, что Дзючиро закрывается. Чтобы занять должность в Нью-Йорке, вместо того, чтобы пойти по стопам своего отца, Сумо поступает в уважаемую кулинарную академию Тацуки, которую заканчивают только 10% выпускников. Школа хорошо известна своими мероприятиями шакугеки, которые представляют собой кулинарные конкурсы среди студентов и часто используются для разрешения конфликтов. Чтобы победить его, нужно продержаться следующие 3 года в школе Тацуки и окончить ее, советует Дзюитиро Суме. Насколько сложным будет это странное новое место для Сумы? Ну что же, давай выясним. Во вступительной сцене видно, как Сума пробует свою последнюю комбинацию блюд, состоящую из жареных кальмаров и арахисового масла. Блюдо оказалось настолько отвратительным, что даже самому Суме пришлось вынести свою еду на улицу, чтобы попробовать. Насладившись своим разочаровывающим блюдом, Сума встает и готовится обслужить своих клиентов. Довольно скоро его отец зовет его на кухню навестить своего друга. Сума заканчивает готовить и идет на кухню, чтобы вместе с отцом приготовить вкусный китайский жареный рисунок. Как только они закончат, каждый из них подаст свою порцию подруге Сумы, Маю, для дегустации и оценки. Маю откусывает кусочек от 2 блюд и чувствует некоторое покалывание во рту и во всем теле. От одного только вкуса обоих блюд у нее перехватывает дыхание, но с другой стороны она выбирает Джу, блюдо отца Сумы, как самое вкусное. Побежденный Сума возвращается на кухню, в то время как 2 других его друзей заходят в закусочную, чтобы съесть что-нибудь вкусненькое. Жареный рис по-китайски. Маю замечает, что Сума выглядит грустным, и подходит к нему, чтобы подбодрить. Сума вынимает кусочек из своего последнего отвратительного творения и уговаривает Маю съесть его. Маю пытается умолять Суму отпустить ее, но он насильно запихивает блюдо ей в рот, и она испытывает такой вкус еды, какого никогда раньше не испытывала. Маю удивлена отвратительностью блюда и прячется где-нибудь подальше, чтобы оправиться от ошибки Сумы. Суму, у которого только что поднялось настроение, начинает спорить со своим отцом о его собственном худшем изобретении – сушеных сардинах с клубничным джемом. Ну серьезно, кто их ест? Все остальные в закусочной наблюдают, как отец и сын спорят о чем-то настолько бессмысленном. Они хранят молчание и с благоговением наблюдают, как Джу гладит сына по голове, чтобы в следующий раз он вел себя лучше. Как только они заканчивают истерику, Сума и его отец возвращаются к обслуживанию клиентов до поздней ночи. За несколько минут до закрытия, прибираясь в ресторане, Сума задумывается о том, какой будет его жизнь после окончания средней школы. Прежде чем он успел задуматься, в закусочную зашел странный посетитель. Думая, что она пришла сделать заказ, Сума был шокирован, увидев рядом с ней 2 телохранителей. Мингасаки, или сокращенно Майн, представилась как специалист по городскому планированию. Она предложила компании Сума сделку по продаже ресторана, чтобы они могли снести его и превратить этот район в роскошные апартаменты для своих VIP-клиентов. Совершенно очевидно, что компания Сума не готова закрыть свой ресторан, особенно если у него есть цель, которую нужно достичь. Поэтому он отказался от моего предложения и отослал ее прочь, несмотря на ее отчаянные попытки соблазнить его своей большой грудью. Моя подруга спросила его, что он собирается делать, когда у них закончатся запасы, и Сума сказала ей, чтобы она об этом не беспокоилась. Моя подруга смирилась с поражением на эту ночь и вернулась к своей машине со своими людьми. На следующий день по дороге домой школы Суме позвонил его отец и сказал, чтобы он не открывал магазин в этот вечер. Он также спросил его, что он планирует делать после школы, и Сума ответил, что пока не знает. Повесив трубку, Сума идет домой, размышляя о жизни и опыте своего отца. Он ни разу не удосужился спросить своего отца о таких вещах, так как считал, что тот может быть слишком властным. Вернувшись домой, Сума проверяет их магазин и обнаруживает, что там все разгромлено. Он подозревает, что это сделал Бургер, но с другой стороны он не видит причин, по которым кто-то из соседей мог бы так поступить. Как раз в этот момент приходит моя соседка со своими телохранителями и смеется над ужасным состоянием закусочной Юкихиро. Она заходит без всяких угрызений совести и просит Суму приготовить для нее мясное блюдо, раз уж мяса нет. Сума принимает ее вызов и говорит ей сидеть смирно и смотреть, как он готовит потрясающее блюдо из объедков, оставшихся в холодильнике. Мы с ее семьей наблюдаем, как Сума готовит какое-то картофельное блюдо, завернутое в бекон и приправленное розмарином. Всего за несколько минут Сума готовит импровизированное жаркое из свинины, заворачивая немного картофельного пюре в толсто нарезанный бекон и поливая его глазурью, которую он приготовил из приготовленного вина и еще какие-нибудь специи. Сначала моя подруга смотрит на блюдо, потому что в нем на самом деле не было мяса, но потом Сума просит ее откусить первый кусочек и рассказать ему, каково это на вкус. Если он проиграет соревнование, она и ее люди смогут забрать закусочную. Однако, если он выиграет, то моему другу придется оставить его в ресторане одного, и в конце концов мой друг откусывает кусочек жаркого после бессвязной болтовни. И еда доставляет удовольствие каждому посетителю в ресторане. В закусочной так привыкли получать. Хрустящие корочки бекона и сока, впитавшегося в картофельное пюре, было достаточно, чтобы заставить взрослого мужчину заплакать. Сума рассказала ей секрет вкуса и поразила меня и своих охранников. Она подняла вилку, чтобы откусить еще кусочек, но затем Сума поставил ей условие вернуть ресторан ему, если она захочет добавки. У меня не осталось другого выбора, кроме как предоставить судить ее вкусу. Сума отпускает еду, как только пообещает больше не продавать ресторан. После того, как я съем еду, и мои ее телохранители почувствуют сильные пищевые газы, которые лишают их сознания. Миссия выполнена. Сума возвращается на улицу, чтобы чистить соль с вывесок. Пока он этим занимается, его отец-еврей возвращается домой, чтобы сообщить ему плохие новости. После того, как он стал ходить с ним вокруг да около, он говорит ему, что закроет ресторан в ближайшие 2-3 года, так как его друг нашел ему место для приготовления
приготовления пищи. Знаменитый ресторан на Манхэттене, штат Нью-Йорк. Сума немного расстроился, услышав это, но его отец посоветовал ему попробовать поступить в кулинарную школу, в которую он только что записал его, чтобы у него был лучший опыт во время его отсутствия. Сума собирает свои вещи и направляется в школу, думая, что это просто старая школа с тощими преподавателями кулинарии. Сума испытывает сильнейший шок в своей жизни, когда видит, что несколько человек плачут и умоляют охранников отменить их исключение. Сума, который разговаривает по телефону со своим отцом, узнает, что его только что отвезли поступать в одну из самых престижных кулинарных школ во всей Японии. Легенда гласит, что только 10% абитуриентов с трудом заканчивают престижную академию. Однако, как только они это делают, их успех в кулинарном мире гарантирован. Сума бросает один долгий взгляд на обширную территорию, выделенную школе, и приходит в восторг. Тем временем на Кири-Арена один из самых строгих дегустаторов и критиков школы откусывает кусочки от еды своих учеников. Как и следовало ожидать, она разочаровалась в них и бросила еду обратно их поварам. Попробовав последнее блюдо, Арена оценила его вкус и решила, что оно недостойно быть поданным на обеденный стол. Она нанесла серию ударов по ресторану, где для нее готовили еду, и заставила их извиниться перед ней за то, что испортили ей вкус на целый день. Арена заканчивает свою работу по дегустации блюд на сегодня и возвращается к себе, чтобы продолжить свои дела. Тем временем Сума все еще стоит перед устрашающим сооружением, разговаривая по телефону со своим отцом. Он повсюду натыкается на телохранителей юных принцев, прежде чем обратиться к отцу за какими-либо объяснениями. Джу говорит ему, что он находится перед одной из лучших кулинарных школ во всем мире. Для него будет очень сложно поступить в эту школу и даже окончить ее, но если он сможет, то Сума может мечтать о том, чтобы победить своего отца в кулинарном соревновании. Сума спрашивает своего отца, где он сейчас находится, и Джу говорит ему, что в настоящее время он готовит для манхэттенского зала приемов для важных персон. Прежде чем Сума начинает говорить, Джу звонит один из его клиентов, доктор Макфлай, который благодарит его за приготовление такого замечательного блюда. Когда атмосфера становится слишком шумной, Джу выходит на улицу и призывает своего сына продолжать заниматься своим делом, пока он занят этим. Сума принимает вызов отца и вешает трубку. Джу заканчивает свой ночной перерыв, чтобы продолжить работу. Сума высоко держит голову и идет вперед, стараясь быть лучшим, на что он способен. Тем временем Арена проверяет свое расписание и выясняет, что следующее ей предстоит судить вступительные экзамены. Это стало для нее небольшим сюрпризом, так как она никогда не думала, что ее новая работа будет такой скучной. Сума, с другой стороны, случайно встречает сына богатой семьи, владеющего сетью французских ресторанов. Этот парень представляется как Никада, сокращенно от Ника, и рассказывает Суме о том, насколько богата и разнообразна кухня его семьи по всему миру. Как только он заканчивает рассказывать о себе, он поворачивается к Суме и спрашивает о его прошлом. К сожалению, когда он узнает, что Сума из закусочной в центре города, он смотрит на него с отвращением и выгоняет пинками за то, что он пришел из такого низкопробного ресторана. Он откровенно ставит Суму в неловкое положение перед всеми и называет его простолюдином. Сума встает и, схватив его за горло, угрожает ему. Затем он заходит в зал для вступительных экзаменов и видит там множество абитуриентов с испуганными лицами. Казалось, что все были напуганы, потому что самый суровый критик во всей школе, на Кири-Арена, был там, чтобы оценить все происходящее. Вместо того, чтобы следовать правилам экзамена, Арена решает быть более практичным. Она просит кухонный стол и просит каждого абитуриента прийти и приготовить ей блюдо из яиц. Те, кому удастся удовлетворить ее вкус, будут приняты в школу. Прежде чем закончить свою речь, она дает людям 1 минуту на то, чтобы отозвать заявку, если они того пожелают. Услышав это, все, включая первоклассного Ника, выбегают через другую дверь, оставляя улыбку на лице Арены. Затем она поворачивается к своей па и приглашает ее прийти и насладиться ее стряпнёй, когда Сума внезапно заговаривает, чтобы узнать больше подробностей. И Арена и ее па удивлены тем, насколько непринужденно Сума разговаривает с одним из самых важных учеников в школе, который также является членом элиты 10-я группа Арена. Тем не менее, Сума по-прежнему считает ее нормальным человеком, поэтому он принимает ее вызов, не заботясь о том, выиграет он или проиграет. Судя по всему, Арена вундеркинд в тестировании вкуса, который способен пробовать и распознавать еду с тех пор, как ей исполнилось всего 3 месяца. Всю свою жизнь она разрабатывала палитру, которую все называют языком бога, и пробовала блюда на вкус с самого детства. Сума берет свой нож и готовится приступить к тестированию. Ее отец берет свою папку и показывает ей. Арена узнает, что Сума всего лишь повар низшего класса, работающий в закусочной. Поэтому она оценивает его невысоко и называет придурком, который изо всех сил старается ухватиться за соломинку. Сума улыбается, надевает фартук и начинает готовить. Пока он этим занимается, Арена и ее папа наблюдают, как он везде успевает. Когда она приходит в замешательство, Арена подходит к Суме и просит его рассказать, что он для нее готовит. Сума, удивленная, что она до сих пор этого не поняла, говорит ей, что он готовит для нее рис с приправами. Арена одновременно разочарована и удивлена, что Сума выкинул с ней такой опасный трюк. Как раз в тот момент, когда она собирается уйти, чтобы не тратить время впустую, Сума перезванивает ей и говорит, что приправа – это изюминка блюда. Арена решает попробовать свою приправу. Надеюсь, она того стоит. Они не знали, что директор всей школы прятался за дверью и подслушивал все, что происходило во время испытания. Сума заканчивает готовить и подает свою еду на Арену для дегустации. Арена смотрит, насколько обыденно выглядит блюдо. Она опускает взгляд на блюдо и начинает описывать, насколько величественно оно должно выглядеть. Она готовится снова двинуться вперед, но на этот раз Сума окликает ее и говорит, чтобы она посмотрела, как выглядит блюдо на самом деле. Арена возвращается, чтобы посмотреть, какая приправа, по его утверждению, способна преобразить блюдо. Он берет миску с яичницей-болтуньей и высыпает ее в другую миску с рисом.
Затем Арена увидела, как маленькие кубики приправы тают и покрывают рис и яичницу болтунью. Ей стало любопытно, и она попросила его объяснить ей, что такое приправы. После небольшого объяснения Сума разрешает ей попробовать блюдо. Арена берет свои палочки для еды и откусывает кусочек от блюда. Ее опыт настолько изменил ее жизнь, что она не смогла попробовать его с первого раза. Она попробовала его со второго раза и на этот раз попробовала как следует. Затем Сума подробно рассказал ей о бульоне, который он использовал для приготовления таких желеобразных кубиков приправы. Арена внезапно осознала, какое эротическое чувство вызывает у нее это блюдо. Сума понимает, насколько она впечатлена, и начинает дразнить ее по этому поводу. Арена откусывает еще кусочек и, наконец, получает те же пищевые ощущения, которые испытывают все, попробовав блюдо Суммы. Несмотря на то, что у него были замечательные впечатления от еды, Арена по-прежнему отказывается принимать блюдо Суммы. Сумма возвращает ее на землю, говоря, чтобы она перестала смотреть на еду свысока. Затем он спрашивает, как она относится к приготовлению, и она отвечает, что отвергает его. Она идет в свою комнату и решает, что Сумма не подходит для академии. Когда она добирается до своего кабинета, она звонит своему дедушке, который также является директором академии, и убеждается, что школа отклоняет заявление Суммы о приеме в кулинарную академию Тацуки. Позже тем же вечером дедушка Арены откусил кусочек от еды Суммы и, наконец, принял заявление Суммы за спиной Арены. В день поступления Мегуми, девочка, которая живет и готовит для своих родных в сельской местности, прощается со своим дедушкой и людьми, садясь в автобус. Она учится в академии, чтобы начать новую кулинарную жизнь с лучшими шеф-поварами мира. Перед тем, как она сядет в поезд, ее родные передадут ей свои наилучшие пожелания, а некоторые даже подарят талисманы на удачу и теплые объятия в суровую зиму. Мегуми садится в поезд с пожеланиями от всех. По дороге в академию она проверяет свои оценки и понимает, что провалила почти все из них. Поскольку последнее предупреждение является ее спасением, Мегуми нервничает, поскольку знает, что ей нужно работать усерднее, чем другим, если она хочет хотя бы мечтать о том, чтобы догнать остальных. Когда приходит время произносить вступительную речь, все новые абитуриенты собираются во дворе, чтобы дождаться выступления директора академии. Перед этим ведущий вызывает Арену на сцену, чтобы представить ее публике. Арена принимает эту честь и покидает сцену, а мальчики пускают слюни, желая ее увидеть. В таком случае директор академии Накири Синзиман вызван на сцену, чтобы ознакомить студентов с правилами и распорядком, а также с реальностью академии. Одно его присутствие на сцене вселяет страх в сердца всех присутствующих там студентов. Повсюду воцаряется тишина, пока Синзиман объясняет, что можно и чего нельзя делать в академии. По-видимому, только 1% лучших выпускников академии окончит школу, а остальные 99% будут служить кормом для роста этого процента. За 3 года обучения в академии они узнают все, что нужно знать о мире кулинарии. Он даже приводит пример для студентов и упоминает 76 человек, которые перешли на следующий курс, после исключения более 700 студентов, которые были приняты. После того, как он раскрыл студентам такую ужасную реальность, директор советует студентам отточить свои навыки на острие ножа и принести домой самое лучшее. Выиграй. Затем он уходит со сцены, даже не пожелав никому удачи в их начинаниях. Пока ее дедушка произносит речь, Арена сидит где-то рядом со сценой, чувствуя себя номером 1 во всей пищевой промышленности. Она на мгновение задумывается о единственном человеке, который мог бы стать ее конкурентом, он же Сумма, и благодарит себя за то, что избавилась от него, пока еще могла. К сожалению, для нее этого не произошло, поскольку Сумма был вызван на сцену, чтобы произнести свою собственную речь в качестве единственного человека, который сдал вступительные экзамены. Арена не может поверить своим глазам, когда она видит рыжеволосого надоедливого сопляка, который был достаточно храбр, чтобы бросить ей вызов, выступая с самой смелой и уверенной речь, как никогда. Сумма рассказывает своим коллегам о своих способностях и говорит им, что он идет на всех них за место номер 1, независимо от того, кто или что он делает. То, что в настоящее время занимает это место. Как только он заканчивает свою речь, он склоняет голову и уходит со сцены, а студенты сердито выкрикивают его имя. Он добирается до отделения за сценой и обнаруживает там Арену, которая кипит от злости из-за его присутствия. Сумма показывает ей свое письмо о приеме, и это ее сильно шокирует. Арена знает, что должно быть произошла какая-то ошибка при сортировке, но она все равно дает Сумме понять, что еще не приняла его. Ему понадобится нечто большее, чем блюдо из яиц, чтобы даже подумать о том, чтобы удовлетворить ее. Вместо того, чтобы расстраиваться из-за ее вызова, Сумма улыбается и говорит ей, что его 12-летнего опыта приготовления пищи на кухне его отца достаточно, чтобы однажды доказать Арене, что он настоящий профессионал. Пошли Замана, который подслушивает их разговор и ухмыляется при виде нового смелого блюда. После выступления ученики расходятся по своим первым классам. Мегуми немного боится своей жизни в школе и старается привлекать к себе как можно меньше внимания. К несчастью для нее, в первом классе она оказывается в паре с самой печально известной ученицей школы Суммой. На первом занятии учеников разбивают на пары и заставляют приготовить вкусное мясное блюдо для шеф-повара Шапеля, шеф-повара, который никогда не улыбается. После того, как они переоделись, Сумма обнаруживает, что его партнерша считает свои пальцы и спрашивает Мегуми, почему она делает то, что делает. Мегуми рассказывает ему о своих ужасных оценках, за что ее дразнят. Сумма подбадривает ее и советует работать вместе с ним, чтобы они могли принести домой победу. Как раз в этот момент входит их инструктор и говорит ученикам выкладываться по полной, поскольку неспособность получить пятерку в его классе автоматически означает, что они получат двойку. Так что давление на них усиливается. Сумма просит рассказать немного о шеф-поваре, и Мегуми рассказывает ему ужасную историю о сумасшедшем, который называет себя шеф-поваром Шапелем. Чтобы начать урок,
урок, Шапель просит их приготовить ему французское мясное блюдо под названием бёв по-бургундски. После того, как он написал рецепт на доске, он говорит всем приступить к приготовлению, так как у них есть 2 часа на приготовление блюда. Сума немного запутался в странном названии и в конце концов понял, что это просто тушеная говядина с сухожилиями. Как только он правильно разобрался с этой частью, он начинает готовить еду. Мегуми, его напарница, старается готовить все как можно тщательнее, чтобы не испортить блюдо и не потратить впустую время. Сума, с другой стороны, звонит ей и просит принести ему несколько сервировочных блюд. Как только она уходит, 2 людям, готовящим рядом с ними, приходит в голову глупая идея испортить их блюдо. После этого Сума открывает кастрюлю и обнаруживает, что все мясное жаркое пересыпано солью. Это плохая новость для них, так как у них практически не осталось времени, чтобы сдать экзамен. Мегуми смотрит на свой талисман и понимает, что, возможно, она покинет школу раньше, чем ожидала. Как раз в этот момент Сума достает запасные ингредиенты и готовит так быстро, как только может. А 2 хулиганов ухмыляются и думают, что они испортили им все окончательно. Когда пришло время теста, Сума и его напарник, на удивление, закончили готовить вовремя. Они подали блюдо Шапелю, который попробовал его на нежность ложкой. Когда он понял, насколько нежным был кусок, он попросил Сумму рассказать ему, как ему удалось сделать мясо таким нежным. Сумма улыбнулся и сказал ему, что использовал мед для придания мясу мягкости. Когда его спросили, откуда у него такая информация, Сумма сказал мужчине, что он много лет экспериментировал с различными ингредиентами для придания мясу мягкости, пока наконец не придумал использовать мед вместо ананаса. Шапель берет вилку и нарезает нежное мясо как масло. Они с Мегуми откусывают по кусочку от этого чудесного мяса, и еда сразу же начинает выделять газы. Шеф-повар Шапель улыбается в первый раз в своей жизни и ставит Сумме 5 за его старания. Хулиганы оба так шокированы, увидев, что Сумма проходит мимо, что саботируют свою победу и в итоге получают 2 от кармы, верно? После урока Мегуми благодарит Сумму за помощь и начинает больше верить в себя. Сумма приветствует ее, подавая ей осьминога в медовой глазури, который оказался именно таким отвратительным, как ты и предполагал. Ирина, с другой стороны, получает ужасные новости об успехе Суммы от своего отца и мгновенно злится на мерзость, вторгшуюся в ее святилище. Она должна быстро избавиться от него, пока он не стал для нее невыносимым. К концу дня Сума отправляется в свое долгое путешествие в общежитие Полярной звезды, где он пробудет следующие 3 года. Он очень устает после почти часового похода и сохраняет оптимизм по поводу условий жизни в этом месте. К сожалению, когда он подходит к зданию, он разочарован, так как все здание выглядит древним и похожим на замок. Сума немного дуется и заходит внутрь, надеясь, что там у него все наладится. К сожалению, этого не произошло. При входе в общежитие Сумму встречает девушка, которая гоняется в вестибюле за дикими животными. В этот момент из громкоговорителя раздается голос пожилой женщины, которая предупреждает студентов о нарушении правил общежития. Сумма стоит там, потрясенная хаосом, царящим в общежитии, оформленном в мрачной тематике. В конце концов появляется старшая сестра общежития Фумио, чтобы представиться. Она придает Сумме вид старой корги и спрашивает, принес ли он ингредиенты, чтобы пройти кулинарное испытание, установленное общежитием. Сумма проверяет свои вещи и обнаруживает, что брошюры с ингредиентами нет. Фумио объясняет ему правила и обязывает принять участие в испытании. Невыполнение этого требования приведет к тому, что он будет разбивать лагерь за пределами общежития, если только он не захочет поэкспериментировать с объедками на кухне. Сумма улыбается и принимает ее вызов. Фумио усмехается и отводит его на кухню общежития. Там Сумма проверяет холодильник и находит яйца, панировочные сухари панка, консервы и приправы. Довольный, что у него есть такие ингредиенты, как яйца, Сумма берет все, что может, и готовит мясной стейк для гамбургера с консервированной скумбрией. Фумио размышляет о том, что находится внутри блюда, и просит объяснений. Сумма разбирает свою еду до мельчайших ингредиентов и просит ее попробовать блюдо из 3 блюд, которые он приготовил. Фумио откусывает кусочек от стейка для гамбургера и ощущает вкус умами благодаря сочности соков, стекающих в скумбрию. Она смотрит на яичный суп и делает глоток. Затем она спрашивает Сумму, как он придумал такую потрясающую основу для супа. Сумма говорит ей, что для приготовления основы он использовал сушеных кальмаров, и это придает лицу Фумио потрясающую свежесть. Пока она наслаждается блаженством, она вспоминает, как в первый раз делала это с мальчиком, и даже доходит до того, что чуть не целует Сумму. Тем временем Мегуми принимает душ, размышляя о Сумме и его сумасшедшем таланте. В конце концов она успокаивается и начинает играть со своей резиновой уточкой. В этот момент Сумма получает ключ от номера 303, то есть от комнаты, где жила Мегуми. Он раздевается и видит, что Мегуми принимает ванну в ванне. Мегуми громко кричит и прогоняет Сумму прочь. После принятия ванны Сумма ложится на кровать, чтобы расслабиться. Как раз в этот момент кто-то открывает ящик на потолке и приглашает его на вечеринку, которую они устраивали в комнате другого студента. Попав туда, Сумма знакомится с интересными людьми. Пока в комнате продолжается шумиха, Мегуми спрашивает Сумму, прошел ли он тест Фумио сразу, в отличие от нее, которая сдала его через 3 месяца. Кто-то предлагает Сумме немного рисового сока, и он неохотно берет напиток. Несколько мгновений спустя Фумио зовет 2 студентов, чтобы они принесли заказанную еду. Кто-то из группы упоминает элитную десятку, и он просит их рассказать ему о них подробнее. Муруи, владелец комнаты, объясняет, насколько важны все члены элитной десятки. Легенды гласят, что даже инструкторы не имеют права голоса при принятии решений элитной десяткой и иногда вынуждены соглашаться с тем, что они говорят. Когда их общежитие в Полярной звезде было еще переполнено, все 10 элитных десятерых были воспитаны именно там. Услышав все это, Сумма на мгновение задумался об Арене и остальных. Как раз
раз в этот момент появляется Ишики Сатоши со своими фирменными блюдами и дарит их всем своим соседям. Затем он еще несколько минут облизывает губы, пока они все не устанут и не спустятся вниз, чтобы поесть и повеселиться. В течение следующих нескольких часов все напиваются рисового сока и веселятся, как и положено нормальным подросткам. Через несколько часов после начала вечеринки каждый приносит свое фирменное блюдо, чтобы остальные могли его попробовать. Сума с головой уходит в работу и следит за тем, чтобы еда доставляла ему удовольствие. Когда приходит его очередь, он подает им самое отвратительное блюдо из их ассортимента – сушеных кальмаров. Пока происходит весь этот гвалт, Фумио сидит в своей комнате и размышляет о том, каким светлым будет будущее студентов теперь, когда у них есть одни из лучших людей в мире. Съемочная площадка вместе с ними. Через несколько часов после полуночи, когда все спят, Сатоши раздевается и надевает фартук, чтобы приготовить блюдо для Сумы, которая еще не спит. Он готовит перченую скумбрию, заправленную пюре из весенней капусты. Сума откусывает кусочек от блюда и сразу же получает удовольствие от мягкости рыбы и хрустящей кожицы в сочетании с ощущением весеннего сезона, которое он получает от ингредиентов. К тому времени Сатоши возвращает его к реальности и раскрывает свою истинную личность. Он Шики Сатоши, 7-й номер в списке элитной десятки. Он сталкивается с Сумой и просит его подать ему его лучшее блюдо. Сума принимает вызов Сатоши, и Сатоши прямо говорит ему, чтобы он поразил его. Сума вспоминает несколько вещей, которые его отец сказал ему несколько минут назад, и надевает фартук, чтобы приготовить еду. Прежде чем побежать на кухню, Сума задает Ишики несколько вопросов о его происхождении, надеясь понять, откуда у него такие навыки. Сатоши посмеивается и ничего не говорит о своей семье, только то, что они управляют традиционным японским рестораном, который они несколько раз смешивают и сочетают. Сума пробует еду еще раз, чтобы понять, что нужно делать. Когда он это делает, он завязывает фартук и отправляется на кухню готовить свое фирменное блюдо. Аромат его стрипни будет остальных, и им не терпится попробовать, что же такого впечатляющего приготовит для них Сума. Сума придает рыбному блюду изысканный вкус. Он заваривает чай из соленых водорослей и подает его с рисовыми шариками и небольшим количеством рыбы. Сатоши сначала начинает что-то подозревать, но потом решает попробовать. Буквально через несколько секунд после того, как он откусил кусочек, у Сатоши появляется ощущение липкости во рту и пищевого газа. Остальные тоже едят свою еду и испытывают те же ощущения. Когда они заканчивают есть, они просят Суму рассказать им, как он приготовил такое блюдо. Сума объясняет им, что он использовал французский метод под названием поул, который заключается в медленном обжаривании кусочка рыбы на красивой круглой решетке. Сатоши становится немного любопытнее и просит Суму рассказать ему, где он проходил свое обучение. Сума усмехается и говорит ему, что готовит вместе со своим отцом, у которого есть опыт работы в нескольких странах. Сатоши представляет, как Суме повезло, и вместе с остальными откусывает еще кусочек. Все они ощущают вкус земли во рту и на несколько секунд представляют рай, прежде чем опустить тарелку и поблагодарить шеф-повара за чудесное угощение. Сатоши пожимает руку Суме после еды и надеется чудесно провести с ним время в общежитии. Вскоре после этого Мугуми просыпается и видит, что Сатоши, голый чувак, пожимает руку Суме без какого-либо контекста. К концу их вечеринки все расходятся по своим комнатам, пожелав друг другу спокойной ночи. Сатоши и Сума остались, чтобы прибраться и позаботиться о хозяине комнаты, который уже был без сознания. Пока он чистил ножи, Сума попросил Сатоши рассказать ему, как он может попасть в элитную десятку. Сатоши немного растерялся, потому что он никогда не думал, что кто-то когда-нибудь сможет бросить ему вызов. В конце концов, Сума понял это. Если он сможет победить Сатоши в поединке прямо перед назначенным нечетным составом судей, то он сможет понизить Сатоши с его 7-го места, войди в элитную десятку и займи его место. Сатоши, услышав такие слова от своего соседа по общежитию, разрывается от радости и счастья, потому что он никогда не думал, что сможет найти человека, который мог бы соперничать с ним в том же общежитии. В то же время он думает о том, как трудно будет такому человеку, как Сума, который начинал в скромной семье, пробиться на первое место в элитной десятке. В другом месте Сензаман получает документ, содержащий результаты кулинарной битвы между Сатоши и Сумой. Погруженный в свои мысли, он осознает, насколько Сума может сойти с ума, смешивая и подбирая ингредиенты для создания чего-то нового и улучшенного. Сума, с другой стороны, возвращается на свою кровать, чтобы подумать о своих предыдущих встречах с Ареной. На следующее утро Юки из 116-й палаты просыпается и обнаруживает себя среди своих домашних диких животных. Остальные участники вечеринки тоже просыпаются и обнаруживают себя в странных местах. После того, как они привели себя в порядок, они идут в столовую и видят, что Сума сидит и ждет, когда они с Сатоши приготовят ужин. После громких слов о себе, все игнорируют его и направляются к обеденному столу, чтобы позавтракать. Однако Сатоши остается с Сумой и объясняет правила любого кулинарного состязания в академии. В этот момент видно, как Арена ждет своего претендента, лидера исследовательского общества Чинко Ход под Киоси, который должен подняться на сцену и посоревноваться с ней в кулинарном состязании. Она проводит это мероприятие прямо в школьном актовом зале, и несколько учеников могут присутствовать на нем. Если Киоси проиграет, то ему придется уступить свое лидерство и весь клуб в целом Арене и ее людям. Киоси был готов защищать свой титул, поэтому он начал соревнования. Во время завтрака Сатоши объясняет правила проведения кулинарного мероприятия в их школе. По словам Фумио и Сатоши, проведение кулинарного мероприятия против члена элитной десятки – довольно серьезное событие в школе. И им потребуется официальная сертификация для приготовления пищи вызов, нечетное количество судей и согласие с условиями, изложенными в кулинарной битве. Сума просто в шоке от того, какие важные задачи ставит перед ней кулинария в академии. Тем временем Арена заканчивает свой кулинарный поединок с Киоши и выходит победительницей на первое место. Киоши становится
становится немного беспокойной и критикует решение судьи. Не говоря ни слова, Арена подходит к своей стойке и откусывает кусочек от своей еды. У нее возникает странное ощущение, будто мимо нее проходят бегемоты. После того, как она оценила его блюдо на вкус, она заметила около 27 недостатков в блюде Кийоси. Когда она упомянула о них, Кийоси шикнул на нее и откусил кусочек от ее блюда. Он внезапно почувствовал, как умами стекает ему в рот, и в конце концов признал свое поражение. Арена тут же позвонил в компанию по сносу зданий и попросил их снести клуб Киоши. После испытания Сума выходит из общежития и идет в школу вместе с Мегуми. К Сатоши, который спускался с балкона на втором этаже, присоединяется и Бусаки, Тихоня, который обвиняет его в том, что он не выкладывается полностью вместе с Сумой. Сатоши притворяется, что не понимает его слов и сосредотачивается на новой яркой звезде, расцветающей внутри полярной звезды. Арену, с другой стороны, посещает высокопоставленный посетитель, он же мясной мастер, который выпрашивает место, чтобы посоревноваться со следующим человеком в ее списке конкурентов. Получив добро от элиты номер 1 Арены, мясной мастер уходит, чтобы шантажировать следующего конкурента Арены в плохо освещенном коридоре. Тем временем один из его людей будет Суму на рассвете, когда тот падает с потолка. Он с трудом выходит из общежития и гуляет с Юки во дворе. Там он находит большинство своих соседей по общежитию, которые занимаются одним или двумя делами в саду. И Бусаки, самый молчаливый из них, рубит дрова для курения. Юки сама готовит цыплят для своих мясных блюд. Что касается Сатоша, то Сума и Юки застают его почти голым, когда он возделывает выделенный ему участок земли. Судя по всему, он выращивает около 8 различных овощей на таком маленьком участке земли и при этом дает один из самых высоких урожаев в сезон сбора урожая. Появляется Мегуми со своими овощами, выращенными собственноручно. Сума откусывает кусочек от одного из помидоров и наслаждается им от всего сердца. Сума быстро вписывается в общество и помогает другим возделывать землю. Когда наступает время завтрака, Мегуми приносит несколько деликатесов из своего фирменного трио рисовые шарики Мегуми и угощает ими своих соседок по общежитию. Все вместе они наедаются до отвала и пьют освежающие напитки, чтобы как следует насладиться приготовленной едой. Сума немного удивляется и интересуется, почему Мегуми так хорошо готовит, но все равно каждый раз терпит неудачу на уроке. Мегуми немного смущается и говорит Суме, что у нее всегда были проблемы с боязнью сцены и тому подобным, и что она всегда теряет сознание, когда очень нервничает. Сума спокойно говорит ей, чтобы она держала голову прямо, когда в следующий раз будет готовить для толпы. Через несколько минут после еды некоторые из них отправляются спать, оставляя Юки, Сатоша, Мегуми и Суму делать все, что им заблагорассудится. Юки рассказывает Суме о различных обществах, существующих в Академии Тацуки. Юки рассказывает Суме о клубе, в котором она сейчас состоит, который является региональным обществом кулинарных исследований, и объясняет, что они иногда придумывают новые рецепты или проводят конкурсы с другими школами и внутришкольные кулинарные конкурсы. Сума получает информацию и вместе с Мегуми отправляется проверять на приборной панели, нет ли свободных клубов, в которые они могли бы вступить. Они находят унылый клуб под названием «Исследовательское общество Денбери» и решают пойти и проверить его. Добравшись туда, они обнаруживают сэмпая в стиле Элвиса, который называет себя Кеничи. Кеничи выглядит довольно подавленным, учитывая, что Денбури РС вот-вот должна была разобрать на части сама Арена, точно так же, как и клуб Кийоси. Сума усмехается и знакомится с рецептами клуба Дон. Он зачитывает ингредиенты и способы приготовления и в итоге приводит в восторг Кеничи, который встает со стула и начинает резвиться над книгой рецептов. Но затем теряет мотивацию и снова становится мрачным. Сума спрашивает его, в чем дело, и Кеничи рассказывает ему о лакее Арены, который вызвал его клуб на поединок. Для Арены это один из способов продемонстрировать свое превосходство над остальными. Она бросает им вызов на кулинарные состязания, зная, что они не смогут победить, а затем разрушает здание или расположение их клуба, когда она побеждает их в соревновании. Клуб Денбури – это просто еще один из ее маленьких побочных проектов на пути к достижению полного господства и монополии на факультативные общества Академии. Прежде чем Кеничи заканчивает свою речь, входит Мито, она же мясник, со своими лакеями и начинает оценивать всю комнату, которая будет переоборудована в арену. Это соответствует стандартам. Пока ее работники заняты этим, она прижимает Кеничи к стене и хвастается перед ним своими мясными блюдами. Кеничи смотрит на ее большие груди и делает несколько чувственных замечаний по этому поводу. Мито берет нож и делает ему надрез, после чего угрожает, что никогда больше не заговорит о ее груди. Сума просит Мегуми побольше узнать о мясном мастере, и Мегуми объясняет, насколько обширными на самом деле являются исследования Мидо в области мяса. Ее агрессивность настолько выводит Суму из себя, что он делает шаг вперед и предлагает Кеничи принять участие в испытании. На лице Мидо появляется самодовольное выражение, и она устанавливает правила, по которым Сума будет представлять клуб Денбури в отборочном турнире. Если она победит, Сума вообще покинет школу. Сума неожиданно соглашается на ее предложение и предлагает ей вступить в клуб Денбури, если она проиграет ему в конкурсе. Мидо одновременно удивлена и счастлива, что наконец-то у нее есть кто-то достаточно уверенный в себе, чтобы бросить ей вызов. Перед уходом она рассказывает Суме о главном ингредиенте, которым является мясо, и о гарнире, который является любимым блюдом общества Рассвет. На обратном пути в свои покои Мито благодарит своего хозяина Арену за то, что он дал ей шанс сразиться с кем-то, кто на самом деле ее не боится. Сума возвращается домой тем же вечером и начинает ломать голову над тем, какое блюдо ему приготовить для состязания. На следующий день Сума, Мегуми и Кеничи устраивают встречу, чтобы обсудить тему блюда, которое они будут готовить в кулинарном шоу. Они спрашивают друг у друга совета, какие
какие блюда им понравятся, и Мегуми предлагает блюдо на тему гребешка. Однако морепродукты не были тем, что они могли бы использовать на турнире. Сума ведет себя немного безвкусно и недооценивает мастерство Мидо. Кеничи успокаивает его и объясняет, насколько безумно вкусным может быть мясо Мидо без каламбура. Согласно легендам, Мидо использует только японский стейк вагю, который буквально скользит по горлу, как только откусываешь кусочек. Чтобы придать стейку такое великолепие, как умами, им тоже нужно придумать что-то захватывающее. Кроме того, Кеничи упоминает, что им разрешается использовать только свои собственные ингредиенты и никак иначе. Выслушав все, что он хотел сказать, Сума решила выбрать говядину в качестве основного мяса. Кеничи пытается отговорить его от этой идеи, но опять же Сума советует ему доверять своим навыкам и не слишком беспокоиться о самом блюде. Пригласив всех на борт, он бросается к банкомату, чтобы снять часть средств, которые оставил ему отец перед отъездом в Нью-Йорк. Сума с грустью осознает, что таких средств не так уж много, но тем не менее он их получает. Он возвращается в клуб и готовит разнообразные блюда, которые могут понравиться Кеничи. После целого дня готовки и поедания Сума наконец не придумывает ничего, что могло бы сравниться с фирменным блюдом Мидо. Именно тогда, в последнюю минуту, Суме приходит в голову идея после того, как он услышал, как Мегуми рассказывает о мясе, которое он приготовил на уроке шапеля. Его блестящая идея состоит в том, чтобы разровнять стейк, намазать на него измельченный лук и обжарить стейк, прежде чем полить его соусом, который используется для приготовления стейка. Поджарь стейк. Он готовит старинное блюдо под названием стейк шаляпина и подает его Кеничи и Мегуми. Как и ожидалось, у них обычные пищевые газы, что заставляет их поверить в ценность такого нежного стейка, приготовленного на медленном огне. Даже откусив кусочек стейка, Кеничи все еще сомневается в его подлинности в сравнении со стейком Мидо. Тем временем Мидо рассказывает Арене о своем собственном блюде. Судя по всему, она собирается использовать японский стейк вагю, выдержанный в сухом виде 30 дней, чтобы приготовить свое собственное блюдо с небольшими изменениями. Этого должно хватить, чтобы превзойти стейк Дона Ареса. Арена, выслушав все, что сказала Мито, одобрила ее идею и дала добро на ее реализацию. После ухода Мито Арена ухмыляется, так как у нее наконец-то появился шанс разобраться с надоедливой Сумой. В день Д Мито выбирает бюстгальтеры с огненной тематикой, соответствующие случаю. Как только она надевает их, она выходит из своего общежития, чтобы добраться до места проведения мероприятия. Тем временем студенты узнают новости об изменениях в матче. По-видимому, они только что узнали, что в отборочном матче Мидо встретится с Сумой, а не с Кеничи. Багуми очень боится Сумы, когда он выходит на сцену, чтобы сразиться лицом к лицу со многими людьми. Сума убеждает ее не слишком беспокоиться о нем и говорит, что он обязательно выиграет игру любой ценой. Тем временем Сатоши можно увидеть на том же балконе в комнате общежития, где он думает о Суме и о том, что он сказал во вступительной речи. Когда приходит время, появляется ведущий мероприятия Урара и на несколько секунд прерывает шоу. После восторженных возгласов и приветствий зрителей, она наконец представляет конкурсанток Мито Икуми и Юки Хирасуму. Все приветствуют Мито, когда она гордо выходит на сцену. Когда наступает очередь Сумы, все освистывают его, чтобы он убрался со сцены и проиграл. Сума, с другой стороны, ходит с высоко поднятой головой и готовится разочаровать своих поклонников. Кеничи тоже следует за ним и упоминает, когда в последний раз у него был такой праздник. За это время вокруг зрителей было меньше людей. Тем не менее, Урара перечисляет ингредиенты для основного блюда и объясняет собравшимся правила приготовления, прежде чем приступить к приготовлению. Мидо также не устает говорить Суме резкие вещи, прежде чем они проверят свои настоящие навыки. Несколько мгновений спустя, перед началом розыгрыша, Арена и ее помощник заходят в VIP-зону, чтобы понаблюдать за всем происходящим и увидеть, как Юки Хирасума терпит неудачу. Она занимает свое место и говорит Ураре начинать розыгрыш. Через несколько минут раздается звонок и начинается розыгрыш. Мито достает свою фирменную говядину вагю, выдержанную в сухом виде. Она достает мясорубку и с удивительной точностью вырезает идеальное жаркое с оптимальным соотношением жира и мяса. Довольный тем, как она нарезает, Мидо объясняет, какие процессы и химические реакции происходят с мясом во время его приготовления. Приведя факты в порядок, Мидо приступает к настоящему эксперименту приготовлению пищи. Она обжаривает мясо и удерживает сок внутри, а затем медленно запекает его в духовке, оставляя умами растворяться во всем блюде. Пока ее мясо готовится в духовке, она заглядывает в киоск Сумы и видит, как он нарезает лук кубиками. Когда он заканчивает, Сума разворачивает пластиковый пакет и достает купленное в магазине мясо, чтобы приготовить свое мясное блюдо. Осознав, какой разрез и качество мяса использовал Сума, все, включая Суму, хмурятся и пьют мясо Сомы. Толпа приходит в такую ярость, что бросает несколько предметов на прилавок Сумы, пока он готовит. Мидо достает свое жаркое, когда оно готово, и представляет его публике. Арена заценила жаркое в VIP-зоне и поняла, насколько потрясающе оно выглядит и пахнет. Она рассказала своему помощнику о скрытой способности Мидо, которая заключается в том, что она может определять температуру мяса одними губами. Мидо использует эту способность для достижения идеальной внутренней температуры, которая составляет 65 градусов по Цельсию, а затем начинает нарезать мясо на кусочки. Пока она это делает, Арена восхищается богатством ее самообладания и продолжает убеждать ее победить Суму. Закончив разделывать мясо, она подходит к Суме и видит, что он обжаривает лук. Она заводит с ним какую-то неприятную беседу, но ее избегают, так как аромат еды Сумы уже проникает в ее тело. Через несколько минут время истекает, и обе стороны подают свои блюда судье для дегустации. Мидо выходит первым и подает им нарезанное мясо, оформленное в виде цветка, на идеальном блюде рассвет.
Каждый из судей откусывает кусочек и наслаждается приготовлением вкусной еды. Все они ценят подачу и вкус ее блюд. Когда настает очередь Сумы, он объясняет им, что к чему, и призывает попробовать донское блюдо. Прежде чем открыть блюдо, судьи немного сомневаются в подлинности блюда Сумы. Однако, как только они его открывают, их завораживает эстетика блюда. Откусив всего один кусочек, все трое судей сразу же начинают поедать все, что лежит у них на тарелках, с крайней агрессивностью. Сума улыбается и говорит им, что они еще даже не добрались до самого интересного. Вот его секретный ингредиент – маринованная сливовая паста, которую он добавлял в рис, чтобы сделать его вкусным. В конце концов, они доедают блюдо Суммы и просят добавки. Для Мидо это становится шоком, так как она понимает, что они так и не попробовали ее блюдо с чесночным рисом. Сумма объясняет причину, по которой рис имеет противоречивые вкусовые качества, и советует ей в следующий раз приготовить его получше. Мидо злится и больше всего критикует Сумму. Сумма решает заткнуть ей рот, дав попробовать немного еды. Мидо берет у Суммы блюдо и откусывает от него кусочек. Внезапно она начинает вспоминать моменты своего детства, когда ее отец был груб с ней. Мидо возвращается к реальности и начинает плакать, когда понимает, насколько это обычное блюдо, как будто оно говорит ей быть самой собой и не кланяться кому попало. Когда придет время оглашать результаты, Юкихиро победит, а Мито проиграет. Арена разочарованно встает со своего места и выгоняет Мидо из кухни, где она сейчас находится. Сума ловит ее и вводит в клуб Дон РС. Мидо так смущается, что убегает. Именно в этот момент Кеничи выходит вперед и дарует Суме привилегию стать следующим главой общества после его ухода. На следующий день Мидо переодевается в более приличную одежду и направляется в общество Дон РС. Там она находит Кеничи и расспрашивает его о Суме. Мидо испытывает сильнейший шок в своей жизни, когда понимает, что Сума на самом деле не будет рядом с ней все это время. Она впадает в истерику, когда Кеничи подходит к ней вплотную и гладит ее. В другом месте Шапель и его банда весельчаков замышляют что-то нехорошее, поскольку они устраивают встречу в темной комнате, чтобы обсудить предстоящую прогулку со студентами, которая состоится через несколько дней. Скоро Сума узнает об этом походе от своих друзей. Легенды рассказывают об ужасах, которые случаются в таких местах. По-видимому, им обычно лгут и говорят, что поездка была направлена на укрепление связей между студентами, когда на самом деле мероприятие проводилось для того, чтобы отделить стадо от других людей и отобрать только лучших из лучших. Лучшие ученики в классе. Если мероприятие пройдет успешно, то половина всего класса будет отчислена, как только они провалят хотя бы одно занятие из нескольких, которые они проводят во время мероприятия. С другой стороны, если кому-то удастся пройти тест, то он сможет остаться в школе и избежать исключения. Сума и другие обитатели хостела «Полярная звезда» выслушивают ужасные истории, которые Сатоши пережил в свободное от учебы время. По словам Сатоши, именно в этом лагере по-настоящему начинается процесс отбора. Он предупреждает их, чтобы они были очень осторожны в своих начинаниях и обязательно возвращались в общежитие. Внезапно настроение у всех поднимается, и Сатоши обещает увидеться с ними в ближайшие 3 дня. Тем временем Арена просматривает брошюру с рекомендациями от своей подруги Хисака, которая готовится покинуть школу в ближайшие 3 дня. 3 дня спустя все покидают лагерь уже в 6 утра, Сума и его люди садятся в многочисленные автобусы, стоящие во дворе школы, и отправляются в путь. Это приведет их прямо к престижному 5-звездочному отелю, принадлежащему Тацуки. Когда мы приехали туда, один из студентов Ибусаки рассказал, насколько обширны знания, полученные в их академиях в области кулинарии. Все в восторге от того, насколько потрясающим на самом деле является это место. Скоро все бросят свои вещи и соберутся в знаменитом зале сразу за вестибюлем. Атмосфера вокруг кажется такой тихой, что у всех на лицах появляется нервозное выражение из-за страха быть исключенными. Сума, с другой стороны, не так сильно беспокоится о чем-то подобном. Довольно скоро на сцене появляется Шапель и произносит перед студентами вступительную речь. Затем он переходит к рассказу о задачах, которые им предстоит выполнить во время лагеря. Как показывает история, каждый ученик будет разделен на команды и будет выполнять одно задание каждый день, а их результаты будут оцениваться выпускниками Тацуки. Если выпускники сочтут их достойными остаться в школе, то они пройдут тест. Однако, если они провалят хотя бы одно из заданий, то их исключат из школы. Услышав, что выпускники Тацуки приедут сюда, чтобы проверить и оценить их навыки, все ахают и открывают рты от восхищения, поскольку они никогда не думали, что такое может случиться с ними. Через несколько минут Шапель представит большое количество выпускников Тацуки и поприветствует их на сцене. Один из выпускников бросает взгляд на парня рядом с Сумой и привлекает его внимание. Когда до него доходит, он выгоняет его и спускается со сцены, чтобы объяснить ему причину. Очевидно, человек, выгоняющий студента, печально известный шеф-повар Кадзуру, и ему не понравился одеколон с цитрусовым ароматом, который был на студенте, поскольку он знает, что это испортит аромат еды. Сума задает несколько вопросов о поварах, и Мегуми рассказывает ему. Гатута, еще один шеф-повар, подходит к Мегуми и тут же приглашает ее на свидание. Вскоре Хинака, женщина-шеф-повар Гатута, подходит слишком близко к Мегуми и вместо этого ласкает ее. Вскоре все они возвращаются на сцену, и ученики могут увидеть Дадзиму
Дзина, шеф-повара первого класса, обладающего навыками божества. Вскоре Джин берет микрофон и объясняет им слова Шапеля. Когда он заканчивает, он советует им всем разойтись по своим группам. Все расходятся по своим группам. Сума становится в пару с Мегуми и отправляется на тренировочный полигон группы с Хинако в качестве руководителя. Перед началом выполнения задания появляется один из учеников и наступает Суме на ногу, чтобы бросить вызов и пригрозить ему мини-поваром, пока они будут выполнять задание. Хинако прекращает драку и открывает свои хрустящие крекеры, прежде чем призвать всех приступить к выполнению задания. Ученики заглядывают в таблицу с ингредиентами и ничего там не находят. Затем Хинако велит им отправиться в лес и к реке за забором и собрать все, что, по их мнению, они смогут приготовить на ее вкус. Она также говорит им, что они могут использовать любые ингредиенты на ее кухне по своему вкусу. Кроме того, у них есть 2 часа на приготовление блюда, так что им лучше поторопиться. Сразу же после того, как она закончит, все выбегают из комнаты, а соперница Сумы просит Хинако оценить их блюдо, пока они этим занимаются. Хинако разочаровывает его, говоря, что она здесь только для того, чтобы попробовать еду на вкус. Ни больше, ни меньше. Парень и его сестра уходят за своими ингредиентами. Сума и Мегуми следуют их примеру и стараются добраться до реки до истечения времени. К счастью для них, они добираются туда вовремя, и Сума находит большой улов. Он отвозит их обратно на место. Там он находит своего соперника, держащего в руках тушку утки. Он единственный, у кого есть что-то особенное, чтобы показать свое задание, в то время как другие ученики получили рыбу. Он создает немного свободного пространства и заставляет всех вместе со своим братом Исами разрезать утку на порционные кусочки, чтобы приготовить блюдо из утки по-пекински. Мегуми с благоговением наблюдает, как 2 мальчика демонстрируют впечатляющие кулинарные способности. Пока его утка готовится, парень представляется как Такуми Альдини и его брат Исами Альдини. Оба когда-то работали в семейном ресторане Тратория в Италии и были отправлены сюда, чтобы научиться готовить лучше. Он напоминает Суме о его словах, сказанных во время выступления, и призывает его оправдать свое имя. Затем он достает свой нож для приготовления меццелуны и нарезает овощи для сальсы, чтобы дополнить блюдо. Они доедают первые блюда и подают его своему инструктору. Хинако откусывает кусочек от блюда и мгновенно ощущает себя так, словно находится в объятиях певца. Студенты начинают немного нервничать и обвиняют Такуми в том, что он использует итальянские ингредиенты для приготовления японского блюда. Такуми доказывает, что они ошибаются, объясняя все, что он использовал, и что, как оказалось, тоже имеет японскую тематику. Когда они заканчивают объяснять, Хинако проходит мимо братьев. Тем временем Арена и ее напарник справляются со своим заданием без каких-либо проблем. Около 3 лет назад в Италии, обслуживая своих клиентов, Такуми и Асами получили приглашение от своих поклонников, когда готовили еду на вечер. Тем временем их отец и дядя обсуждают возможность отправки Такуми и его брата Исами в кулинарную школу в Японии. Какова его причина? Он хочет, чтобы у его сына появился новый соперник, чтобы он мог превзойти ограничения, которые в настоящее время накладывает на него его кухня. Поначалу Такуми был против этого, так как жизнь, казалось, складывалась для него удачно. Однако он поддался на уговоры своего отца и отправился в школу, чтобы узнать, чему он может научиться. Он впервые встретился с Сумой после того, как произнес ту смелую речь на сцене, и пообещал поверить ему на слово. Через несколько минут после того, как они доели блюдо и Хинако попробовала его, Такуми повернулся к Суме и попросил его приготовить что-нибудь вкусненькое для их учителя. Хинако передумала и решила оценить их блюдо. Она предложила условия конкурса и объявила жребию, что проигравший из них двоих должен будет преклонить колени перед победителем. Сума немного растерялся, но с другой стороны он готов принять вызов, поэтому он потратил немного времени на обдумывание лучшего блюда, которое можно было бы приготовить. «Обслужи Хинако». Внезапно его осенила идея, и он записал несколько вещей, которые нужно было приготовить Мегуми. Когда он закончил, он повернулся к Хинако и взял у нее крекеры, чтобы позже использовать их для подачи своего блюда. Он вложил крекеры в руки Такуми и выбежал на улицу за ингредиентами, которые он будет использовать для своего блюда. Сума и Мегуми отправились в лес, где на них напали дикие куры. Сума уклоняется от атак курицы и крадет 3 яйца, которые он нашел в их гнезде, прежде чем присоединиться к Мегуми, которая все еще находится неподалеку в лесу. Пока это происходит, Хинако продолжает проваливать почти все, что подают другие ученики. В какой-то момент она жалуется на рыбные блюда, которые они продолжают подавать, и советует студентам проявить больше креативности, пока у них еще есть время. Все выбегают за дверь, направляются в лес, чтобы продолжить поиски припасов. Тем временем Такуми беспокоится за Юкихиру Суму, так как тот опаздывает. Судя по всему, Такуми хотел, чтобы Сума приготовил его блюдо, чтобы он мог устроить с ним жаркую битву. Сума приходит с ингредиентами через несколько минут и видит, что Такуми сердится на него. Такуми спросил его, в чем заключается его план, но опять же Сума пока не был готов его обнародовать. Он забрал у Такуми крекеры и начал готовить свое блюдо. Мегуми работает бок о бок с шеф-поваром и следит за тем, чтобы он выполнял все его указания, пока они не будут готовы. Несколько минут назад Сума и Мегуми планировали приготовить жареную речную рыбу. Он собрал крекеры Хинако, чтобы испечь хлеб для рыбы, и приготовил вкусное филе речной рыбы с соусом на основе японского майонеза. Хинако откусывает кусочек рыбы и ощущает все ее вкусовые качества, включая аппетитный хруст и восхитительность о панировке и соусе. Она также пробует их гарнир, который очень похож на жареные овощи, и у нее возникает ощущение, что ее ласкает водяной в реке. Сума придает своему блюду особый контекст и умудряется привести в трепет даже Такуми, своего соперника. Пока они ссорятся, Хинако не торопится обдумать оба блюда, прежде чем вынести свой вердикт.
В конце концов, она обходит Суму и Мегуми, прежде чем оценить оба блюда. Она заканчивает урок и подходит к оставшимся двоим, чтобы объявить победителя. Как раз в тот момент, когда она собирается объявить победителя. Она делает паузу и получает телефонный звонок от своего коллеги, который отчитывает ее за то, что она слишком долго проводит занятия. Она заканчивает разговор и отпускает всех, не осуждая ни одну из сторон. Это приводит Такуми в бешенство, когда он сталкивается с Сумой и угрожает раздавить его в свое время. Через несколько минут они все садятся в автобус и отправляются обратно в отель. В автобусе Такуми сидит рядом с Сумой и думает о блюде, которое он тогда приготовил. Тем временем Сума немного думает о своем новом сопернике и подумывает о том, чтобы сделать что-нибудь, чтобы победить его теперь, когда он с ним знаком. Когда они возвращаются домой, большинство обитателей хостела «Полярная звезда» встречаются и рассказывают о том, как прошел их день. Юки убеждает своих людей, что до конца дня у них не останется ничего, кроме удовольствия. К сожалению, этого не произошло, так как всех студентов попросили приготовить ужин для группы культуристов. Их инструктор говорит им приготовить 50 порций стейка на ужин и скормить его строителям. Только после этого им можно позволить приготовить ужин самим. Кроме того, у них у всех есть 60 минут, чтобы закончить приготовление всей еды. Он сразу же замолкает, и все разбегаются, чтобы приготовить свои 50 порций для голодных бодибилдеров. Сума быстро заканчивает, потому что для него это просто прогулка по парку. Когда он заканчивает, он идет в общую ванную и принимает ванну сам. Он и не подозревал, что Арена была там, в бане, и принимала ванну в одиночестве. Сума беззаботно бегает и натыкается на полуобнаженную Арену, когда та выходит из горячей ванны. В следующей сцене видно, как Сатоши хмурится, как будто он только что узнал ужасную правду о чем-то или ком-то. Тем временем атмосфера на кухне остается напряженной, поскольку все спешат приготовить свои 50 порций вовремя. Мегуми умудрилась приготовить до 20 порций вовремя. Она подает эту еду культуристам, и всем им это нравится. Через несколько мгновений после того, как они наткнулись на Арену, Сума наклоняется, чтобы помочь ей подняться. Арена отталкивает его и встает сама. Сума начинает как Лайт и рассказывает Арене об игральных картах, которые он купил для поездки, чтобы играть с ними, когда они будут свободны. Арена хмурится при мысли о том, чтобы играть с кем-то таким странным, как Сума. Она отчаянно пыталась оттолкнуть его, но с другой стороны Сума уже знал, что ей это нравится. Как раз в этот момент появляется ассистент Арены, чтобы проведать ее, когда она застает Суму с ней. Она закатывает истерику и прогоняет Суму прочь, прежде чем заняться своим хозяином. Она говорит Арене, что уже купила игральные карты, которые ей было велено принести, и они могут играть ими теперь, когда закончили свое соревнование. Арена хмурится при мысли о том, чтобы играть в карты просто потому, что они нравятся такому человеку, как Сума. Сума, с другой стороны, идет к ванне почти голый и видит Джина, директора курорта, который потягивается в ванне своим мускулистым телом. Поначалу Сума немного побаивается этого человека, но в конце концов он проникается симпатией к Джину и присоединяется к нему в ванне. Пока они отмокают в воде, Джин рассказывает Суме о своем сокурснике, который также досрочно закончил соревнование, проходившее в прошлом году. В настоящее время этот человек занимает 7-е место в соревновании «Элитная десятка», он же Сатоши. Сума немного удивляется этому, а затем перестает думать об Арене, который завершил соревнование намного раньше него. Джин рассказывает ему о скорости приготовления и упоминает, что это не обязательно означает, что кто-то хороший. Что касается Арены, внучки директора Академии, то она уже довольно давно является вундеркиндом как для Академии, так и для всей Японии. Хотя она все еще находится на стадии младенчества, Джин опасается, что однажды она может стать намного лучше его в свое время. Выслушав все, что он хотел сказать, появляется Такуми и бросает вызов Суме закончить раньше него. Джин понимает, что пробыл в ванне слишком долго, поэтому встает и выходит из бани. Однако, выходя, он слышит, как Такуми зовет Суму Юкихиру, и это немного возбуждает его подозрения. Тем не менее, он решает просто проигнорировать это и продолжить свой день. Несколько часов спустя все съедают свои 50 порций и направляются в баню, чтобы принять ванну, прежде чем разойтись по своим комнатам. Юки и Мегуми и еще одна девочка резвятся в номере стоимостью 80 йен за ночь, поскольку они и представить себе не могли, что им придется испытать роскошь такого номера. Скоро все соберутся на вечеринку и смогут поиграть в карты всего несколько минут. Вскоре после этого некоторые из них засыпают, оставляя Мегуми, Суму и Бусаки и последнюю девочку бодрствовать. Пока Сума подбрасывает в воздух несколько чашек, Мегуми пользуется моментом, чтобы поблагодарить Суму за то, что он помог ей вернуть уверенность в кулинарии после стольких лет. Услышав все, что она хотела сказать, ее коллеги поощряют ее продолжать делать больше, пока она не станет лучшей из лучших. Мегуми ложится спать счастливой женщиной и готовится к следующему испытанию. На следующее утро к 9 утра все ученики из класса Сумы собрались в классе Шиноми и Кадзиру для выполнения задания. Когда начинается урок, он показывает им свой рецепт приготовления террины из 9 овощей и объясняет еще несколько вещей, прежде чем дать им главное правило дня. Очевидно, ученики должны выполнять задания в одиночку, а также им запрещено помогать друг другу. У них есть 3 часа, чтобы сделать все, что они захотят, и придумать блюдо, похожее на рецепт из его кулинарной книги. Как только начинает работать прилавок, все, включая Мегуми, хватают свои овощи. Когда приходит время выбирать свой 9-й овощ, Мегуми начинает путаться. Она подходит, чтобы взять немного цветной капусты, но находит там только обесцвеченную. Она останавливается
зажмуривается и напряженно думает о том, как сохранить цвет, оставшийся на цветной капусте. Именно в этот момент ей в голову приходит идея, и она решает воплотить ее в жизнь. Тем временем Кадзуру ловит двух студентов, пытающихся помочь друг другу, и выгоняет их прямо на глазах у всех. Мегуми прочистила мозги и отмерила достаточное количество уксуса для бланширования цветной капусты. Время идет, и несколько учеников сходят с ума. Когда время истекает, Кадзиру останавливает всех и начинает пробовать их еду. Он пробует блюдо первого человека и выгоняет его из школы. Сума приходит после нескольких учеников и проходит тест со своим фирменным блюдом. Он возвращается к своему столу и видит, как Мегуми накрывает блюдо на стол. После того, как она накрыла блюдо, она берет его в руки и направляется к Кадзиру, который откусывает кусочек и подводит ее. Мегуми не могла поверить своим глазам, когда весь ее мир чуть не рухнул. Мегуми останавливает его и спрашивает, почему ее блюдо не получилось. Кадзиру объясняет ей, что хотя ее блюдо и хорошее, тот факт, что она использовала окисленную цветную капусту и уксус для сохранения цвета, запрещен, поскольку этого нет в его кулинарной книге. Только по этой причине она терпит неудачу. Несмотря ни на что, ее блюдо просто потрясающее. Сума останавливает его, когда он уже собирается уходить, и обвиняет в том, что он приготовил для блюда цветную капусту низкого качества. Кадзиру выходит из себя и признается, что специально положил такую плохую цветную капусту, чтобы завалить как можно больше учеников. Сума возражает ему и просит его хотя бы сдать Мегуми, основываясь на ее творческих способностях. На данный момент у Кадзиру не осталось терпения. Он угрожает уволить Суму, если тот не отступит. Шуруп Сумы тоже проигрывает, и он вызывает Кадзиру на кулинарную битву прямо сейчас. Если Кадзиру проиграет, то он немедленно отменит исключение Мегуми. Услышав слова «кулинарная битва» из уст Сумы, Кадзиру и ученики отказываются участвовать. Однако появляются Джин и Хинака, которые одобряют кулинарную битву. Во-первых, они забирают Кадзиру, Мегуми и Суму с места проведения задания и пробуют приготовленные Мегуми овощи тёрина. Хинака откусывает кусочек от блюда и сначала наслаждается им. Затем она поворачивается к Кадзиру и спрашивает его, почему он такой упрямый. Кадзиру держит Хинака за голову и отчитывает ее за то, что она пыталась уговорить его выполнить ее просьбу. Затем он встает лицом к лицу с Джином и пытается заставить его прекратить это нелепое состязание раз и навсегда. Однако Джин хотел проверить навыки Сумы. Поэтому он делает состязание официальным и проводит его неофициально в подвале после того, как все дневные задания будут выполнены. Правила и условия остаются в силе. Если Сума и Мегуми, которые были вместе в паре, выиграют матч, то они оба останутся в школе. В противном случае они будут немедленно исключены из школы. Сума принимает вызов и возвращается домой с улыбкой. Тем временем Мегуми не выказывает никакого счастья. Она плачет из-за того, что навлекла неприятности на такого милого человека, как Сума. Сума берет ее на руки и заверяет, что он всегда рядом. Она не должна бросать школу, и это окончательно. Через несколько минут после выполнения дневных заданий друзья Сумы собираются в столовой и беспокоятся о том, где она находится. Они не подозревали, что озорной Юкихиро находится в подполье, где ему предстоит кулинарная битва, которая решит все. В следующей сцене Джин ведет Суму и Мегуми в подвал, где они находят знаменитые имена выпускников школы, в которой они учатся. Джин начинает с того, что говорит конкурсантам, что они должны приготовить блюдо на овощную тематику в течение 3 часов. Как только они закончат, они разложат свои блюда по тарелкам и представят их всем 5 или 7 судьям для обсуждения. Кроме того, Мегуми становится шеф-поваром конкурса, а Сума – су-шефом. Сума протестует против этого, но Джин говорит ему, что таковы правила игры. Через несколько минут начинается испытание, и Мегуми остается с трясущимися руками. Кадзиру отпускает ехидные замечания по поводу стряпни Мегуми и начинает готовить свое собственное блюдо. Мегуми, с другой стороны, смотрит на блюдо Кадзиру и понимает, в каком невыгодном положении она находится. Сума замечает ее беспокойство и пытается помочь, но Джин говорит ему никогда не забывать о своей роли СИУ или помощника шеф-повара в компании. Сума понимает, что ему нужно делать. Он подходит к Мегуми и хлопает ее по руке, чтобы успокоить. Затем он произносит речь о мужестве и призывает ее забыть о том, что этот придурок готовит на ее собственном прилавке. Вместо этого ей следует сосредоточиться на своей собственной еде и просто убедиться, что она приготовила что-то волшебное из тех ингредиентов, которые ей дали. Мегуми внезапно приходит в голову идея, и она представляет ее Суме для воплощения в жизнь. Пока это происходит, Юки и все друзья Мегуми и Сумы сходят с ума, услышав о кулинарном задании, которое Сума и Мегуми затевали в тот момент. Суме удается поднять настроение Мегуми, так как они сразу же начинают готовить. Они подготавливают все ингредиенты и готовят со скоростью света, к большому восхищению других судей, которые смотрят на них. Сума следит за Мегуми как можно пристальнее, чтобы не быть слишком властным по отношению к ней. Это заставляет судей задуматься о его прошлом. В любом случае, через несколько минут время истекает, и Кудзиру подает свое блюдо первым. Он преподносит их так, как и должно быть. Они обсуждают несколько вещей, похожих на это блюдо, и оценивают, насколько хорошо оно было продумано. Джин даже откусывает кусочек и представляет, какое заклинание этот парень наложил на блюдо. Предыстория Куджира именно такая грубая, как и следовало ожидать. Будучи одним из немногих, кто окончил школу, Куджира целых 6 лет путешествовал по Франции, чтобы научиться готовить, прежде чем, наконец, открыл свой собственный ресторан. Джин и другие члены жюри, включая Ханака, оценили вкус бобовых, которые сочетаются со сладкими и солеными овощами. Как только они закончили наслаждаться вкусными блюдами, они пригласили Мегуми и Суму представить свои блюда. Кудзиру ходит вокруг и спрашивает отзывы у своих судей. Как и ожидалось, все подтвердили, насколько вкусными были блюда. Джин бросает еще один взгляд на Кудзиру и чувствует в его речи саботажное высокомерие. Тем не менее, он решает дать шанс блюду Мегуми. Мегуми берет свое блюдо и волнуется,
волнуется, прежде чем наконец набраться смелости и представить свое блюдо, которое представляет собой супницу, точно такую же, как та, в которой они готовили, данное ранее на занятиях. Каждый из членов жюри смотрит на блюдо, приготовленное Мегуми, и задается вопросом, в чем секрет этого блюда с радужной тематикой. Кудзиру спрашивает Мегуми, не является ли это какой-то шуткой, чтобы высмеять его блюдо или что-то в этом роде. Мегуми говорит ему, что это совсем не так, наблюдая, как судьи откусывают кусочек от ее блюда. Спустя несколько мгновений после того, как они насладились мягкостью овощей, судьи улыбаются и хвалят замечательное блюдо, представленное перед ними. Они высказывают свои замечания по поводу разнообразия вкусов ингредиентов и оценивают, насколько оно идеально подходит их вкусу. Джин останавливается, чтобы попросить Мегуми рассказать ему о ее блюде. Мегуми напрягается и объясняет, что основные ингредиенты для своего блюда она приготовила из жареных помидоров, которые готовила ее мать, когда она была маленькой. Джин объясняет химический состав сушеных помидоров и признает, что блюда из помидоров очень вкусные. Все остальные судьи согласно кивают, и каждый называет Мегуми по своему имени. Мегуми просто стоит и смотрит, как судьи спорят из-за ее еды. Когда приходит время выносить вердикт, каждому судье дается монетка, которую он кладет на любую из двух отдельных тарелок. На одной изображена Кудзиру, а на другой Мегуми. Мегуми думает о своем недолгом пребывании в школе и всем сердцем молится, чтобы она выиграла конкурс. К сожалению для нее, когда она открывает глаза, то находит 3 монеты на тарелке Кудзиру. Мегуми признает свое поражение. Но с другой стороны, Сума не особо беспокоится о том, что его лишат допуска. Вместо этого он снимает свой фартук и призывает Мегуми гордиться собой, поскольку она наконец преодолела свою нервозность во время конкурса. Кудзиру, который думал, что его победа доказана, встает и готовится покинуть подвал. Прежде чем он уйдет далеко, Джин бросает монету и отдает должное блюду. Кудзиру знает, что Джин официально не является судьей, поэтому он спрашивает его, в чем дело. Джин бросает ему монетку и говорит, чтобы он нашел ответы на свои вопросы в тарелке Мегуми. Кудзиру смотрит на монетку, которую подбрасывает в своих руках, и задается вопросом, что бы это могло значить. Внезапно он вспоминает тот момент, когда Кудзиру планировал уехать из страны во Францию около 10 лет назад. В тот день Кудзиру стоит в окружении 3 других друзей, включая Хинака, и рассказывает им о своем решении поехать во Францию. Хинака пыталась остановить его тогда, но опять же Кудзиру был настроен разобраться во всем самому. Он потратил все деньги, которые скопил, когда учился на кулинара, и улетел во Францию, где проработал 6 лет, прежде чем открыть свой ресторан. Когда он был подростком из Тацуки, ресторан Кудзиру Ксион поднялся на вершину и стал одним из лучших ресторанов Парижа. К сожалению для него, его первоначальный крах начался с того, что 2 его сотрудников решили саботировать некоторые из его рецептов, в результате чего ресторан Кудзиру потерял доверие и получил низкую оценку. В то время Кудзиру был типичным веселым и дружелюбным парнем. Однако, когда он начал терять клиентов из-за своих тупых сотрудников, Кудзиру стал строгим и обращался со всеми с железной хваткой. Он перестал заботиться о своем ресторане и стал очень строг к своим рецептам. В те времена он увольнял любого, кто шел вразрез с его рецептами, и следил за тем, чтобы подавали только ингредиенты по его рецепту. В мгновение ока гениальность Куджу делает его лучшим во всей Франции, и это позволяет ему выиграть награду Plus Bowl всего за 1 год. Это означает, что Куджуру уже достиг вершины своей карьеры шеф-повара. А для шеф-поваров не существует такого понятия, как вершина, поскольку они постоянно учатся готовить новые удивительные блюда для своих клиентов. Джин находит общий язык с Куджуру и просит превзойти его ожидания, попробовав блюдо Мегуми. Куджуру неохотно откусывает от блюда 2 кусочка и кое-что понимает. Хотя вкус не такой чистый, как у его блюд, он все равно чувствует тепло от еды. Внезапно Куджиру вспоминает одно из самых дорогих воспоминаний, которые у него были с матерью, когда он был маленьким. В тот день была радуга, и мать Куджиру нашла его заблудившимся на лугу, прежде чем забрать домой. Осознав, как подействовала на него еда, Куджиру поворачивается к Мегуми и спрашивает ее о специях, которые она использовала во время еды. Мегуми застенчиво объясняет причину, по которой она использовала душистый перец, который должен сделать пищу легко усваиваемой в их желудках, чтобы у них у всех не было расстройств желудка. В этот момент Кудзиру переживает еще одно прозрение и, наконец, соглашается с доводами Джина. Он кладет свою монету на тарелку Мегуми и говорит ей работать усерднее, если она хочет продолжить учебу в школе. Хинака тоже выбирает Мегуми и хвалит ее, когда Кудзиру выходит на улицу. Прежде чем отпустить их, Джин дает Мегуми несколько советов, от которых она плачет на полу. На обратном пути Джин и еще один шеф-повар обсуждают результаты конкурса. Одним конкурсом они спасли 2 шеф-поваров. Мегуми сохраняет допуск, а Куджуру вновь испытывает желание учиться, как и любой другой шеф-повар во всем мире. По возвращении домой Сума провожает Мегуми в общежитие, а затем бьет рукой по стене за то, что проиграл Куджиру в конкурсе. Джин, который наблюдал за Сумой из окна своего офиса, надеется, что Сума сможет сохранить трезвый ум и выиграть больше конкурсов для себя в честь своей семейной закусочной. Как только Сума добирается до своего общежития, на него нападает Юки за то, что он весь день игнорирует ее звонки. Сума терпит удары судьбы и, наконец, подбадривает себя. На рассвете следующего дня Сатоши снится плохой сон о возвращении его друга из похода. Ад – это преуменьшение того состояния, в котором Сатоши представлял себе своего друга, когда они возвращались из похода. К счастью, все это было сном, когда Сатоши проснулся и обнаружил, что общежитие пусто, и он, как обычно, запыхался. Тем временем напряжение на курорте Тацуки остается очень высоким, поскольку все студенты изо всех сил стараются уложиться в отведенное время и сдать свои задания. Мегуми, на удивление, быстро справляется со своим заданием и успешно сдает тест. Тем временем
временем Сума набирается сил, чтобы расширить свои возможности и двигаться вперед, поскольку он обещает никогда больше не проигрывать такому придурку, как Кудзиру. Арена, с другой стороны, выигрывает матч в мгновение ока и возвращается в свои покои, как ни в чем не бывало. По пути она встречает беловолосую леди, которая противостоит ей и сообщает, что она придет за своим троном позже. В ту ночь Юки и остальные возвращаются в свои общежития. Громкоговоритель над головой сообщает студентам, что они должны вернуться в зал в течение следующего часа. Сума и остальные должны одеться и прийти вовремя. Там они находят всю атмосферу мрачной. Мито и Такуми подходят к Суме, чтобы поговорить о его последнем поединке с Куджуру. Они хотят получить несколько советов о том, как прошел матч, и не готовы отступать, пока Сума не расскажет им кое-что о матче. Арена появляется чуть позже и удостаивает всех своим присутствием. Вскоре Джин выходит на сцену и объявляет следующий тест для студентов. Они должны всю ночь готовить потрясающий завтрак на тему яиц и приготовить блюдо на тему яиц, достойное того, чтобы его подали судьям к 6 утра следующего дня. Поначалу ученики не могут оценить ловкость в этом тесте. Однако вскоре они осознают, что, возможно, им не удастся выспаться, если ситуация станет еще хуже. Однако после выступления Такуми и Асами сразу же придумывают хороший рецепт, в то время как Сума идет на арену, чтобы позлорадствовать над иронией всего происходящего. Проверь. Учитывая, что первое блюдо Сумы было с яичной тематикой, Сума подумал, что готовить такое блюдо в тесте на этот раз было бы несколько чересчур. Вскоре появляется папа арены и забирает ее с собой. В следующей сцене Джин и шеф-повар Шапель обсуждают психологическое состояние студентов во время этого теста. Пока это происходит, арена доедает свое блюдо и направляется в свою каюту. Прежде чем зайти слишком далеко, она останавливается и приглашает своего отца сыграть еще одну партию в карты. Арена выходит из кухни и обещает показать Суме, как выглядит настоящее блюдо из яиц. Тем временем Сума ломает голову, какие блюда из яиц он мог бы приготовить. Он вспоминает один из моментов, когда они с отцом были на кухне закусочной, придумывает несколько из них и решает попробовать. Пока это происходит, Такуми доедает свое блюдо и может хорошенько выспаться. Магуми, с другой стороны, немного нервничает, не зная, что делать. Поэтому она успокаивает себя и думает немного нестандартно, прежде чем наконец приготовить лучшее блюдо на завтрак. Очень рано на следующий день девочка Белоснежка, с которой мы познакомились ранее, появляется у прилавка Суммы, чтобы немного подразнить его перед началом конкурса. После небольшой беседы она поворачивает назад и натыкается на своего телохранителя. Она немного пожурила его, прежде чем наконец покинуть кухню. Без нескольких минут 6 Сумма приходит на свое место в зале А, чтобы подготовить все необходимое перед приготовлением. Он остается рядом с ареной и начинает устанавливать свой киоск. Как раз в этот момент арена заговаривает с ним и немного подразнивает, прежде чем спросить, какое блюдо он хочет приготовить. Сумма говорит ей, что планирует приготовить омлет-суфле для судей. Арена улыбается и уходит из своей кабинки к ней. Несколько минут спустя прозвенел звонок, и судьи, которые были обычными постояльцами отеля, все вышли в холл и разошлись по разным местам, чтобы попробовать фирменные блюда на завтрак. Студенты должны были что-то предложить. Джин объясняет, что студентам необходимо раздать клиентам в общей сложности 200 порций, прежде чем они смогут пройти тест. Как только он начинает тест, весь зал заполняется посетителями. Две дамы подходят к стойке Такуми и спрашивают о его блюде. Такуми с улыбкой на лице готовит им салат фриттата, посыпанный сыром пармезан. Девочки берут кусочки из салатницы и наслаждаются потрясающим вкусом. Тем временем трое пожилых парней подходят к прилавку Мегуми, чтобы попробовать ее завтрак. Они пробуют ее смесь для завтрака с перепелиными яйцами и овощами и съедают по чуть-чуть за раз, чтобы насладиться вкусом. В зале Е некоторые посетители откусывают кусочки от блюда Мидо и очарованы тем, насколько восхитительно это блюдо ощущается у них во рту. Белоснежка дразнит Мидо, прежде чем вернуться в свой магазин, чтобы приготовить комбинацию из сырого яйца, яичницы-глазуньи и вареного яйца вкрутую. Мидо ошеломлена, увидев, насколько простым и унизительным выглядит ее меню на завтрак, но она решает проигнорировать хулигана, пока ситуация не вышла из-под контроля. В другом месте некоторые клиенты находят фирменное блюдо Ирины для завтрака – яйцо Бенедикт. Один из них выходит вперед и называет ее блюдо обычным. Однако, когда он откусывает кусочек от блюда, он ощущает взрыв вкуса, который даже напоминает ему о том, насколько отвратительным было дрянное яйцо Бенедикт, которое ему подавали в ресторане в те времена. Яйцо Бенедикт просто великолепное, и все любят арену за то, что она готовит такое замечательное блюдо для их языков. Она в мгновение ока съедает 200 порций, а в сумме остается всего 10 порций. Если не принять меры предосторожности, Сума может провалить тест и ее исключат. Сума еще раз проверяет свое блюдо и обнаруживает, что яичное суфле сдулось и потеряло форму. У него осталось совсем немного времени, чтобы выполнить задание, а арена постоянно выкрикивает оскорбительные слова в его адрес, и Сума понимает, что сейчас или никогда. Джин, с другой стороны, наблюдает за всем происходящим, не выходя из своего кабинета, и задается вопросом, насколько хорошо все студенты справятся с этим тестом, обладающие острым умом и быстро развивающимся мышлением. Мито жаловалась на отсутствие покупателей на своем стенде после того, как продала свою 150-ю миску. Она посмотрела на прилавок Белоснежки и увидела, что десятки людей едят ее еду. То, что Мета считала сырыми яйцами, вареными яйцами и яичницей-глазуньей, оказалось желе, приготовленным из разведенной морской воды в сочетании с икрой
икрой лосося, скрепленной желатином, для первого блюда мусса из белой спаржи, в сочетании с желтковым голландским соусом для второго блюда и яично-молочным коктейлем. Все посетители откусывают от ее блюд по кусочку и ощущают освежающий вкус, необходимый для начала дня. Все они сразу же устремляются к ее прилавку и съедают более 300 порций. Довольно скоро Такуми, Мегуми и все остальные, кроме Сумы, съедают свои 200 порций. Теперь все смотрят на Суму, ожидая, что он совершит своего рода чудо и подаст клиентам около 190 порций своего блюда на завтрак в течение 30 минут. Сума закрывает глаза и обнуляет все, что его окружает. Затем ему приходит в голову потрясающий план устроить кулинарное шоу в прямом эфире для своих клиентов, поскольку яичный омлет-суфле – это блюдо, которое нужно есть сразу после приготовления. Он звонит своей первой покупательнице, маленькой девочке, и подает ей вкусный омлет с начинкой из красного сливочного и нежного соуса чили. Девочка откусывает кусочек, и ей это так нравится, что это привлекает других покупателей к его прилавку. Они тоже откусывают от вкуснейшего суфле и наслаждаются им. Довольно скоро десятки посетителей собираются вокруг стола Сумы, чтобы отведать его восхитительный омлет. Пока это происходит, телохранитель Белоснежки и Белоснежка решают сложную задачу. Белоснежка готовит до 380 порций. Белоснежка выходит из зала, скучая и чувствуя себя превосходно после выполнения такого сложного задания. Сума, с другой стороны, работает так быстро и эффективно, как только могут его разум и тело. За минуту он готовит почти 10 порций своего восхитительного яичного омлета-суфле и подает его своим клиентам, которые продолжают желать еще больше его блюд. Даже Арена, его сосед, удивлен тем, насколько инновационным стал Сума всего за несколько минут после того, как он спустился вниз. Джин и Куджиру, которые оба наблюдали за Сумой, обмениваются потрясенными взглядами, так как они никогда не думали, что Сума оправится от своей недавней неудачи. Сума делает свое кулинарное шоу в прямом эфире более модным и в итоге привлекает к себе всеобщее внимание. За оставшиеся 5 минут Сума сохраняет невозмутимое выражение лица и продолжает работать, пока не прикончит свои 200 порций ровно за 3 секунды до истечения времени. Это вызывает улыбки и хмурые взгляды на лице Арены. Даже начальство впечатлено выступлением Сумы. Джин объясняет несколько вещей, которые он заметил в Суме в тот вечер, и упоминает, насколько талантливым он, возможно, мог бы быть. Белоснежка подходит к потрясающей Суме и представляется как Накири Элис, двоюродная сестра Арены. Ее телохранитель Рэ появляется через несколько секунд, чтобы сообщить ей о ее следующем расписании. Прежде чем покинуть зал, она советует Суме перенять ее стиль приготовления, так как это не позволяет тратить время впустую. Двигаясь дальше, она рассказывает об исследовательском центре своей матери, который проводит генетические исследования продуктов питания и модифицирует их, чтобы они имели лучшие характеристики. Затем она поворачивается к Арене и еще раз сообщает ей, что она идет за своим первым местом. Арена заставляет ее принять вызов, и это причиняет Алисе боль во многих отношениях. После того, как они подразнили друг друга, Алиса снова поворачивается к Суме и пытается отругать его за то, что он чуть не потерял свои 200 порций. Сума сохраняет хладнокровие и дает ей понять, что он просто совершил ошибку и быстро извлек из нее урок. Это выводит Алису из себя, поскольку она понимает, что у Сумы толстая кожа. Она возвращается к своему телохранителю и продолжает двигаться дальше. Вскоре после этого из динамика раздается голос Джина, который сообщает студентам о следующем задании, которое должно быть выполнено через 4 часа после этого. Услышав это, Сума и остальные бегут обратно на свои места, чтобы как следует отдохнуть перед следующим тестом. После дневного задания все снова собираются в вестибюле, чтобы услышать еще одно объявление от Джина. На этот раз Джин выходит и рассказывает им о 352 учениках, которые бросили школу. Несмотря на то, что им не повезло, он поздравил тех, кто занял первое место, и произнес для них приятную праздничную речь, прежде чем перейти к заключительной программе лагеря. Прежде чем продолжить разговор, шеф-повара выпускников приносит букет, который они приготовили для всех студентов, прошедших программу. Через минуту или две студенты становятся гостями, и их обслуживают как королей и королев. Все хорошо проводят время и могут отдохнуть перед следующим важным событием. За несколько минут до того, как их распустить, Джин и Куджуру обсуждают следующий процесс отбора, который должен начаться через несколько недель, то есть в осенний период отбора. Йоачиру Юкихиро прибывает в Японию, в то время как его сын и сотни других студентов наслаждаются банкетом от шеф-поваров выпускников. Он направляется прямиком в общежитие Полярной звезды и застает Фумио за уборкой, готовящейся к приезду студента. Сразу после банкета все студенты собрали свои вещи и направились на автобусную стоянку, чтобы сесть в свои автобусы. Сума присоединился к своим людям, когда внезапно увидел Шиномия Кудзиру, прогуливающегося среди них. Он привлек его внимание и направился к нему вместе с Мегуми. Когда они подошли к нему, они спросили его, что он планирует делать теперь, когда у него появилась новая цель. Куджиру улыбнулся и сказал им, что он собирается проложить себе путь к 3 звездам Мишлен. Затем он попытался уговорить Сумму пойти с ним в ресторан, но другие звездные выпускники пришли попытать счастья. Джин застал их резвящимися среди студентов и рассказал им о другой цели 5-дневного лагеря. Очевидно, шеф-повара выпускники собрались здесь только для того, чтобы найти хороших поваров и обеспечить работу таким ярким молодым звездам в своих заведениях в будущем. Сумма благодарит их всех за предложение, но с другой стороны он говорит им, что предпочел бы работать над тем, чтобы стать главой Юкихиро. Закусочная. Сказав все это, он закидывает рюкзак за спину и направляется
направляется к автобусной остановке со своими друзьями. Когда он поворачивается спиной, чтобы попасть в парк, Джин видит его и узнает в нем кого-то из своего прошлого, похожего на Джу. Сума выходит на улицу только для того, чтобы понять, что забыл свою повязку на голове на территории курорта. Так что он возвращается за повязкой. В этот самый момент Арена что-то забыла на курорте, поэтому она попросила своего папу забрать это до того, как ее автобус отправится. Сума возвращается на улицу так быстро, как только может, но потом садится не в тот автобус и заводит новых друзей, которым нравится его омлет-суфле. Пожилые люди, которые были владельцами предприятий и фермерских дворов, заставили Сумму пообещать покровительствовать им, когда он в конце концов откроет свой ресторан. Сумма благодарит их и возвращается на улицу. К сожалению, для него парк был уже пуст, и он остался один. Спустя несколько мгновений появляется Арена и обнаруживает его стоящим посреди парка. Как раз в этот момент появляется ее ассистент, чтобы позвать ее к машине, которую они для нее вызвали, так что Сумма решает последовать за ней. По дороге домой Сумма пытается завязать разговор с Ареной, но она продолжает отмахиваться от него. В конце концов она заговаривает и рассказывает ему об осеннем отборочном лагере, не забывая упомянуть, насколько напряженным будет процесс отбора для всех тяжеловесов в пищевой промышленности. Арена говорит Сумме, чтобы он не беспокоился о том, что его выберут, так как его навыки ниже, чем у нее и других людей, которые будут выбраны. По словам самой Арены, блюда, которые будут поданы на отборочном мероприятии, будут похожи на блюда одного человека, которого она очень уважает. Сумма немного подумала и спросила Арену, зачем она вернулась из хостелы. Арена сказал ему, чтобы он заткнулся. Затем она закрыла глаза и вспомнила о предмете, за которым она вернулась в отель, книги рецептов Джо и фотографии, на которые они позируют вместе. Джин, с другой стороны, тоже сопоставляет факты и выясняет, что Сума на самом деле сын Джу. За несколько мгновений до прибытия членов ее общежития Фумио принимает важного гостя Джуо и заставляет его поселиться у себя. Чуть больше часа спустя студенты прибывают в свое общежитие и идут навстречу замечательной Фумио, которая обещает приготовить им прекрасное блюдо, чтобы поприветствовать их возвращение домой. Ко всеобщему удивлению, на кухне они застают еврея, готовящего еду. Сума немного волнуется и спрашивает своего отца, что он делал в их общежитии. Фумио представляет Джу группе как выпускника кулинарной школы Тацуки, а также называет его бывшим вторым командиром элитной десятки. Это стало шоком для всех, включая Суму, так как он с самого начала не знал ничего из этого. Несмотря на это, он ни разу не узнал, что фамилия его отца была Саиба, а не Юкихира. Он на мгновение смутился, осознав, что вообще никогда не знал своего отца. Тем временем Ишики Сатоши лично встречается с легендой и представляет себя на его месте Джуо. Сума, с другой стороны, начинает понимать, почему он получал странные звонки, когда был моложе. Ну что же, в мгновение ока Джиу заканчивает готовить банкет для студентов и подает его им. Каждый откусывает кусочек от потрясающего блюда и сразу же ощущает вкусовые ощущения, которые обычно возникают при приготовлении сумы. Попробовав блюдо, все просят Джаширу объяснить сложность ингредиентов, которые он использовал во всех своих блюдах. Он очень подробно объясняет каждое блюдо и в итоге приводит в восторг как мальчиков, так и девочек. Именно в этот момент Маруи, один из них, откусывает кусочек от одного из худших блюд еврейской кухни и получает памятку. Когда они заканчивают есть, Фумио звонит еврею и спрашивает, почему он больше не готовит так усердно. Джуичиро улыбается и говорит ей, что он уже не тот маленький ребенок, каким был тогда. Затем Фумио показал ученикам свою фотографию с Джином, на которой они были запечатлены в детстве. Будучи номером 1 и номером 2 в элитной десятке, Джу и Джин были звездами в общежитии Полярной звезды. И иногда они участвовали в конкурсах и приносили домой потрясающие призы для своих клиентов. В то время как все превозносят Джу и Джина как самых крутых людей на свете, Джу лопается от гордости и говорит им, что на самом деле он так и не закончил среднюю школу. Когда его спрашивают почему, он оставляет эту историю на другой день. Позже тем же вечером Сума и его отец рассказывают о ностальгических воспоминаниях Джу о общежитии. Перед тем, как лечь спать, Джу понимает, что его сын спит в той же комнате, в которой он жил, когда еще учился в Тацуки. Он рассказывает ему о том, что на земле остался след от пролитого горшка и возвращается ко сну. Пока его не было, Сума возвращается в свою комнату и находит тот же самый след в центре комнаты. Его реальность и понимание своего отца и его блюд внезапно становится ярче по мере того, как он становится взрослее. На следующее утро очень рано Джу будет своего сына и приглашает его присоединиться к нему на кухне. Добравшись туда, Сума испытывает сильнейший шок в своей жизни, когда его отец Джушира вызывает его на кулинарный конкурс, чтобы проверить, насколько он вырос за последнее время несколько месяцев. Тем же утром Арена просыпается в своем особняке, чтобы посмотреть на фотографию, которую она когда-то сделала с лучшим шеф-поваром, которого она когда-либо видела, Дзючиро Юкихирой. В другом месте Сума загорается энтузиазмом и принимает вызов своего отца. Вечером накануне этого дня можно увидеть, как Джу разговаривает с Сатоши о том, как вкусно готовит его сын. Вернемся к сегодняшнему дню. Фумио и Сатоши заходят, чтобы оценить блюдо, которое собираются приготовить Джу и Сума. Вскоре после этого Мегуми беззаботно заходит на кухню и смотрит на Суму своими невыспавшимися глазами. Когда их спросили, в чем дело, Мегуми сказала им, что она была в шоке из-за недавно пройденного испытания, и с тех пор у нее не было времени расслабиться. Фумио приходит в голову идея назначить Мегуми третьим судьей, и у остальных, похоже, нет с этим проблем. Теперь наша задача приготовить легкий и сытный завтрак, используя все ингредиенты, имеющиеся на кухне. Затем она объясняет правила и условия конкурса, прежде чем дать им разрешение приступить к приготовлению. Как только прозвучит стартовый сигнал, Джу и его сын отправятся на свои места, чтобы начать конкурс. Мегуми подходит к Суме и спрашивает его, почему он бросает вызов своему отцу. Сума говорит ей, что он пытался превзойти своего отца в кулинарии с тех пор, как учился в 6 классе. Затем Мегуми спрашивает, выигрывал ли он когда-нибудь раньше
раньше у своего отца, но Сума говорит ей, что нет. Джу вмешивается в их дискуссию и говорит Мегуми, что Сума проиграл ровно 489 раз за эти годы. Сума злится на своего отца и продолжает резать ингредиенты. Фумио, которая была занята наблюдением за этими двумя, вспоминает разговор, который состоялся у нее с Джу прошлой ночью. По-видимому, после того, как ее пригласили судить матч, Фумио сказала Джу не срезать углы и быть помягче с Сумой только потому, что он его сын. Джу говорит ей, что этого никогда не случится, потому что он никогда раньше не был снисходителен к Суме. Пока продолжается кулинарный конкурс, Сума нарезает ингредиенты как можно быстрее и готовит яблочное ризотто для своих судей. Представив судьям восхитительно выглядящее блюдо, Сатоши и двое других наслаждаются освежающим ароматом блюда, прежде чем откусить от него кусочек. Когда вкус ризотто касается их языка, Мегуми мгновенно превращается в яблоневый лес и даже получает поцелуй в губы от яблочный принц. Фумио и Сатоши откусывают по кусочку и наслаждаются прекрасными ароматами, которые смешиваются у них во рту. Сатоши снова проверяет блюдо и замечает кое-что странное. Сума объясняет им, что при приготовлении он использовал яблочный сок вместо обычных яблок. Трое судей были поражены тем, насколько сложным и насыщенным получилось блюдо, что сделало его идеальным для завтрака. Вскоре после этого появляется Джу со своим собственным блюдом и предлагает его судьям попробовать. Его блюдо, которое представляет собой рамен в вегетарианском стиле, содержит густой и пышный бульон с добавлением овощей, похожих на мясо, которые одновременно усиливают аромат и вкус блюда. Фумио немного злится и ругает его за то, что он всегда отталкивает аудиторию своими безвкусными блюдами. Джу уговаривает ее откусить кусочек от блюда и вернуться, чтобы похвалить его мастерство. Фумио верит ему на слово и откусывает кусочек от рамена. Одного только освежающего вкуса сливочного бульона было достаточно, чтобы заставить взрослого мужчину заплакать. Фумио, Мегуми и Сатоши съедают свои порции до последней лапши и даже просят добавки. В какой-то момент они просят Джоута рассказать им, как он приготовил такое замечательное блюдо. Джу говорит им, что он позаимствовал тему для своего блюда из всех стран, в которых когда-либо побывал за свою жизнь. Когда пришло время судить, Фумио и все остальные проголосовали за Джучиро, что означает, что Сума проиграла в 490 раз. Фумио, однако, признает, что хотя блюдо Суммы показалось судьям легким и освежающим, блюдо еврея было гораздо более освежающим и приятным по сравнению с его блюдом. Сумма осознает свою ошибку и в конце концов уступает кулинарному мастерству своего отца. Фумио и остальные с благоговением наблюдают, как отец и сын записывают подробности своего матча в свои маленькие блокноты. Мегуми видит, что Сума, который столько раз проигрывал, все еще пытается превзойти своего отца. Она очень воодушевляется и обещает продолжать стараться изо всех сил, пока не достигнет вершины. На обратном пути в общежитие Сума говорит Мегуми, что будет продолжать бороться, пока они не доберутся до вершины. Джу собирает свои вещи сразу после матча и оставляет общежитие на попечение Фумио. Он дает ей еще несколько советов и обещает приготовить для нее что-нибудь в следующий раз, когда они встретятся. Несколько минут спустя Арена проезжает мимо общежития «Полярная звезда» и замечает, что Джуичиро проходит мимо ее машины. Она немедленно останавливает машину и выходит наружу, чтобы проверить, кто был тот человек, которого она только что почувствовала. К сожалению, на дороге никого не было, поэтому она продолжила свой путь. По возвращении в комнату соседи Сумы по общежитию отчитали его за то, что он не позвал их посмотреть на кулинарный конкурс между ним и его отцом. Перед уходом Фумио оставляет сообщение от Джуды Сумы, в котором просит его как можно скорее проветрить их закусочную в центре города. Где-то перед торговым районом, где находится закусочная Юкихира, Маю, официальный дегустатор закусочной, идет по дороге и останавливается, чтобы взглянуть на закусочную, которая раньше она была энергична в общении с клиентами, потому что всем заправляла любовь всей своей жизни. Маю, человек, который с самого начала попробовал жареный рис по-китайски, влюбился в Сумму навсегда и уже начал задаваться вопросом, куда же он делся. Она вдруг вспомнила один из ужасных моментов, которые она пережила, когда в последний раз пробовала ужасное блюдо из кальмаров Суммы. Ее подруга Аки зашла к ней вместе со своими друзьями, чтобы спросить Маю о ее чувствах к Суме. Аки пытается заставить Маю пожалеть о том, что она не призналась в своих чувствах к Суме, когда он еще был с ними и был доступен. Маю, которая уже зачиталась от смущения, испытывает сильнейший шок в своей жизни, когда Сума открывает дверь гаража в закусочную. Он смотрит на своих друзей и говорит «привет», и не успевает он опомниться, как вся округа узнает о его присутствии. Все они собираются вокруг закусочной и умоляют его приготовить что-нибудь для них, пока он в отпуске. Сумма, которому в это время больше нечего делать, застегивает фартук и одевается, чтобы начать готовить для своих людей. Через час Сумма начал обслуживать всех, кто пришел в закусочную перекусить. Пока он обслуживает своих клиентов, Маю продолжает смотреть на величественного героя, стоящего перед ней, и осознает, насколько он повзрослел за последние несколько месяцев. Это немного обескураживает ее, поскольку она думает, что больше не оправдывает его ожиданий. Минуты превращаются в часы, и скоро наступит вечер. Проводив последнего покупателя, Сумма замечает, насколько пустынен торговый район. Он игнорирует проблему и возвращается внутрь только для того, чтобы увидеть председателя их торгового района, Томиту Юю, который из-за чего-то дуется. Сумма спрашивает его об этом, и Томми рассказывает ему о ресторане Мазуя в недавно построенном торговом центре Трейн, который обкрадывал своих клиентов своим фирменным блюдом курицей смелее. С тех пор, как они открылись, все меньше людей стали посещать их торговый район, и они так и не смогли оправиться от этого. Сумма оценивает ситуацию и обещает вернуть торговому району былую славу, придумав блюдо, которое превзойдет карету Мидзуи.
Все приветствуют Суму и желают ему удачи. Прежде чем покинуть закусочную, Аки уговаривает Мою попробовать Суму на вкус, чтобы ее дорогая подруга Майя могла быть ближе к человеку, которого она любит, и, возможно, узнать, что он на самом деле чувствует к ней. После того, как она убедила Суму попробовать ее на вкус, они с Моей возвращаются домой, обсуждая, как они могут заставить Суму признать чувства Майи к ней. В тот вечер Сума всю ночь думал о команде, которую ему предстоит собрать. Мито всплывает у него в голове, потому что она мясной мастер, и он звонит ей на мобильный. Мито принимает звонок и ведет себя очень взволнованно на протяжении всего разговора, когда Сума приглашает ее помочь ему в его новом задании. Не задумываясь, Мидо принимает его приглашение и готовится отправиться к нему домой на второй день. Как только наступает утро, Мидо надевает соблазнительную одежду и покидает свое заведение, чтобы добраться до закусочной Юкихиры. Тем временем Майю очень волнуется, так как она первый человек, пришедший в заведение Сумы. Она открывает дверь и видит там надменного, могущественного Мито, готового к действию. Чуть позже появляется Сума и знакомит обеих девочек друг с другом, прежде чем отправиться на разведку местонахождения врага. Добравшись до торгового центра на вокзале, Сума и две девушки прогуливаются по проходу с покупками. По пути Муа и Мито обмениваются ревнивыми взглядами. В то время как Муа считает, что Мито очень сексуально и привлекательно для кого-то вроде Сумы, Мито считает, что у Муа больше шансов заполучить Суму. Эти двое немного поспорили, пока Сума не разнял их. Внезапно Сума заметил магазин экипажей и сообщил об этом девочкам. Мито заходит к нему и знакомит с владелицей киоска Накамозу Кину, дерзкой женщиной, которой нравится издеваться над другими. Она также упоминает, что Кину довольно популярна в их городе и получила несколько наград за свою смелость. Сума произносит еще несколько замечаний о ресторане и замечает Томми Тян, замаскированного под обычного клиента, стоящего в очереди за едой. Там его спрашивают о его планах, и этот слабак теряется. Как раз в этот момент появляется Кину и угощает Томми и остальных какой-то каретой, предварительно подразнив их. Каждый из них откусывает по кусочку от вкусного цыпленка и получает обычные пищевые газы от мягкого жира, растекающегося внутри наггетса. Кину, не теряя времени, рассказывает им свою секретную формулу. Сума спрашивает ее, как она думает, будет ли хорошо, если она так легко раскроет им свой секрет. Кину говорит ему, что она вообще не доверяет их торговому району, если им руководит жалкий мужчина. Сума злится из-за своей гордости и обещает украсть у нее покупателей. Когда они возвращаются в свою закусочную, Сума и его друзья начинают создавать карету, которая может превзойти карету Кину. Сума пробует несколько ингредиентов из своей кухни и готовит замечательный маринад, прежде чем оставить куриные грудки в нем на несколько часов. После приготовления первой порции он подает их на стол, чтобы попробовать на вкус Майю. Майю откусывает кусочек и восхищается вкусом умами, который разливается у нее во рту. Однако Сума все еще не уверена в этом рецепте. Мито предлагает использовать другое мясо, а не курицу, как Wagyu A5. К сожалению, для них это было слишком дорого. Сума быстро отказывается от этой идеи и поворачивается к Майю, чтобы узнать ее планы. Майю предлагает интересную идею. Она советует Суме попытаться использовать природу их торгового района в своих интересах. Сума останавливается и обдумывает ситуацию. Пока это происходит, Кину звонит своему агенту по недвижимости и городскому хозяйству, чтобы сообщить ему о значительном прогрессе, достигнутом ее магазином за последние несколько месяцев. Агент, который, как оказалось, входит в элитную десятку, призывает ее следить за потенциальными конкурентами и никого не недооценивать. Кину вешает трубку и продолжает заниматься своим делом. В этот момент Сума совершает свой прорыв. Вместо того, чтобы пытаться имитировать технику ресторана Мазуя, они найдут способ упаковать курицу так, чтобы она стала более привлекательной для клиентов. Несколько часов спустя агента, с которым мы работали ранее, вызывают на встречу с представителями элитной десятки Татасуки. На следующий день Сума и две его девушки-солдата отправляются экспериментировать с чем-то в карете магазина Мазуя. Когда они возвращаются, Сума звонит своей команде и спрашивает, что они думают о карете музея. Они смотрят на упаковку музейной коляски и понимают, что она была сделана для того, чтобы клиенты могли наслаждаться каретой дома или на работе. Чтобы превзойти их, им пришлось бы придумать такой стиль упаковки, который вызывал бы у клиентов желание съесть свою куриную коляску прямо на улице. Иди. Он придумал тему для нового блюда «Ходи и ешь коляску». Всем понравилась эта идея, так что все они присоединяются к ней и работают над тем, чтобы победить Мазую в кратчайшие сроки. Пока они работают, Кину получает еще один счет от своего агента, но затем решает проигнорировать его, так как чувствует, что больше не нуждается в его услугах. Она и не подозревала, что через несколько дней ее собираются выгнать из бизнеса. Компания Сума предлагает упаковку молока в стиле гараж с курицей. Майю пробует его и наслаждается восхитительным вкусом. И хотя блюдо довольно вкусное, ей все равно кажется, что в нем не хватает количества по сравнению с основным блюдом в супермаркете. Сума ломает голову и думает о том, как решить их проблему. Майю предлагает всем нанизать мясо на шампуры и поджарить на гриле перед употреблением. Сума ненадолго задумывается и направляется в свою комнату, чтобы взять несколько своих научных книг. Пока его не было, Майю разволновалась и задала неожиданный вопрос. Это застало Мидо врасплох, поскольку она изо всех сил пыталась понять, что Майю хотела сказать. Вместо того, чтобы ответить легкомысленно, она становится немного раздражительной и резко отзывается о Суме. Затем она успокаивается и показывает Майю свою мягкую сторону. Как раз в этот момент Сума возвращается с книгами и продолжает готовить куриные наггетсы. На этот раз Майю пробует их на вкус и получает удовольствие. Мидо останавливается и объясняет некоторые важные соусы и ингредиенты для приготовления вкусного куража. Когда они заканчивают с первой порцией, Томми предлагает свою блестящую идею – рисовые шарики кураж. К сожалению для него, они уже продаются во многих магазинах поблизости. Томми немного
немного разочарован, но с другой стороны Сума узнает что-то новое о неудаче Томми. Он передает информацию своей команде, и все бегают по городу, чтобы довести дело до конца. В течение следующих 2 дней Кину выходит из своего киоска в надежде, что у нее будет обычная вечерняя суета. Однако, к своему удивлению, она обнаруживает, что ее бывшие клиенты держат гараж Сумы. Она ждет до следующего дня, и происходит то же самое. Для нее это стало неожиданностью, поэтому она попросила своего ассистента предоставить отчет о продажах. Согласно их отчету, только за последние 2 дня продажи упали на 20%. Что еще хуже, так это то, что ее клиенты даже спрашивали ее о куриной тележке Сумы. Это так сильно раздражает Кину, что она решает сама пройтись по торговому району. Там она видит множество людей, которые стоят, чтобы попробовать новую улучшенную курицу, которую готовила Сума в гараже. Новая блестящая идея Сумы заключается в том, чтобы обжаривать курицу до тех пор, пока она не станет достаточно хрустящей, чтобы ее можно было выложить на листья салата. А затем завернуть все вместе в блинчики, прежде чем полить их своим фирменным соусом. Соус чили. Кину наблюдает, как ее бывшие клиенты наслаждаются вкусом нового блюда. Это так сильно выводит ее из себя, что она приходит в замешательство и задается вопросом, что же это за обертка. Сума ловит ее на улице и противостоит ей. Он кратко объясняет ей, как они собрали свои вещи, а затем говорит ей, чтобы она смотрела, как они крадут всех ее клиентов. Кину закатывает истерику и проклинает Суму до тех пор, пока он не дает ей попробовать коляску. Кину откусывает кусочек и ощущает сильный запах пищи, который заставляет ее вспомнить удивительные вкусы, которые она, кажется, забыла. Сума благодарит ее за то, что она насладилась едой, и возвращается в дом, чтобы выполнить свои заказы на сегодня. Вечером после работы Сума подходит к Маю и просит ее присмотреть за торговым районом, пока его не будет. Сначала Маю подумала, что она не справится с кем-то вроде него, но потом Сума снова напоминает ей, как много она работала в школе. Тот факт, что Сума смог вспомнить такую важную деталь в своей жизни, заставил ее захотеть благодарит ее за то, что она насладилась едой, и возвращается в дом, чтобы выполнить свои заказы на сегодня. Вечером после работы Сума подходит к Маю и просит ее присмотреть за торговым районом, пока его не будет. Сначала Маю подумала, что она не справится с кем-то вроде него, но потом Сума снова напоминает ей, как много она работала в школе. Тот факт, что Сума смог вспомнить такую важную деталь в своей жизни, заставил ее захотеть сделать для него больше вещей. Так что она, недолго думая, принимает его предложение и обещает работать лучше, чем бедный старина Томми. Тем временем агенты Кину приказывают своим парням затащить Суму к нему в офис навстречу. По прибытии туда Сума сталкивается с одним из членов элитной десятки, которые ценят его и его работу по созданию роли кареты. Он пытается привлечь Суму на свою сторону, но опять же Сума не готов работать ни под чьим руководством, тем более под руководством такого человека, как он. Член элитной десятки немного обижается на это, но затем сообщает ему о своем выборе для участия в осенних отборочных играх. Затем он встает со своего места и представляет себя как 9-е место в элитной десятке Изон и обещает превратить жизнь Сумы в сущий ад на осеннем отборе. На встрече элитной десятки на Кири Арена выступила категорически против того, чтобы кто-то вроде Сумы участвовал в осеннем отборочном турнире. Сатоши спрашивает ее, есть ли какие-то личные причины, по которым она против его участия в отборе. Арена строит козни и пытается изменить психологию группы. К сожалению для нее, они были такими же умными, как и она. Так что все они проголосовали за то, чтобы Сума стала участником осеннего отборочного турнира, так как они думают, что он выкинет там потрясающий трюк. Точно так же, как он сделал это с 5-дневным походом в лагерь. На следующий день каждый студент первого курса в кампусе бросается к доске объявлений, чтобы проверить свои имена на осеннем отборочном турнире «Доска объявлений». К счастью, Сума и его друзья оказались на отборочном турнире, и они радуются, что их выбрали в их число. Такуми пытается быстро обыграть Суму, но это оборачивается против него самого и выводит его из себя. Элис также пытается говорить свысока со своим телохранителем Рио. Однако Рио оказался слишком уставшим, чтобы уделять ей хоть какое-то внимание. Сума обменивается взглядами с Алисой, но затем она начинает избегать его. Внезапно комментатор Арара привлекает внимание студентов, чтобы рассказать им о планах на осенний отборочный турнир. Перед началом самого мероприятия 60 отобранных студентов будут разделены на 2 группы по 30 человек в каждой. Затем им предстоит принять участие в предварительных этапах, в ходе которых победитель будет допущен к участию в самом мероприятии. Двигаясь дальше, она достает из кармана листок бумаги и зачитывает сообщение, которое Айзон подготовил для студентов. Он объясняет, сколько тяжеловесов будет присутствовать на соревнованиях. Если они допустят ошибку и представят блюдо, недостойное их внимания, то могут распрощаться со своей карьерой в пищевой промышленности. После объявления результатов Арена поздравила своего тренера с тем, что ее выбрали для участия в турнире. Ее тренер обещает наказать Сумму от ее имени, но затем Арена теряет самообладание и сожалеет о том, что сказала несколько слов Суме. Ее папа ласкает ее и извиняется за то, что она назвала его таким мерзким именем в ее присутствии. В другом месте 2 мальчиков оскорбляют Мегуми, которая занята тем, что бесится во дворе. Они считают, что Мегуми вообще не следует допускать к участию в турнире, поскольку у них оценки лучше, чем у нее. В этот момент случайная ученица топает ногами по земле и прогоняет хулиганов прочь. Затем она поворачивается лицом к Мегуми и называет себя Миёко. Она подходит к Мегуми, чтобы расспросить ее о кулинарной битве, которая произошла у нее с шеф-поваром Кадзиру. Мегуми застенчиво рассказывает даме, что она
соревновалась вместе с Сумой, и он был настоящей звездой шоу. Разочарованная Миёка хлопает рукой по стене и возвращается домой. Тем временем другая случайная ученица подглядывает за ареной и ее учителем, когда они идут по коридору, чтобы куда-то попасть. Также видно, как Элис оживленно разговаривает с Сумой, когда показывают и представляют всех участников конкурса. В тот вечер, затачивая нож, Сума смотрит на обуглившийся предмет на полу своей комнаты и начинает делать больше, чем ему обычно требуется. На следующее утро Юки берет документ из отдела осеннего отбора, чтобы ознакомиться с тематикой их блюд. Вскрыв письмо, они с удивлением обнаруживают, что тема блюда – карри. После утренней пробежки Сума и все остальные собираются вместе, чтобы обсудить важность блюда с карри в осеннем меню. Сума вспоминает одну из коллег своего отца, Шиоми, которая, как известно, работает с листьями карри, и отправляется к ней домой вместе с Мегуми, чтобы поздоровайся и, возможно, скажешь пару слов. Придя туда, Сума застает Шиоми, коротышку, которая что-то перемалывает в углу своей домашней лаборатории. Он видит себя там и продолжает двигаться дальше. Шиоми сразу же узнает, что он сын Юширо. Она подбрасывает его на несколько футов в воздух, потому что ненавидит Джуу до глубины души. Так вот, все началось много лет назад, когда Сяоми впервые попала в общежитие полярной звезды. Джуу воспользовался ее маленьким ростом и использовал ее для своих экспериментов с едой, пока она не испугалась за свою жизнь. В конце концов, Шиоми справляется с этим и, наконец, прислушивается к тому, что хочет сказать Сума. Выслушав все, она соглашается учить Мегуми, но не Суму. Появляется ее ассистентка с чаем и подает его им всем. Затем она объясняет им особую силу Шоми. Хаяма, ассистентка Шоми, упоминает, какой беспечной может быть Шоми, когда занимается выращиванием собственного урожая и специй. Умение Сяоми обращаться с пряностями и выращивать их практически не имеет себе равных. После обсуждения Мегуми показывает Суме высушенные листья карри и объясняет, почему они должны быть сухими. Судя по всему, Шиоми удалось извлечь несколько специй и разложить их по баночкам для будущих экспериментов. Шиоми чувствует себя в своей стихии и начинает восторгаться специями. В конце концов, Хаяма использует одну из фирменных специй Шиоми, чтобы приготовить потрясающее карри. Когда все готово, Сума откусывает кусочек карри и наслаждается вкусом лука и пряностей. Мегуми откусывает еще кусочек от второго блюда и испытывает почти то же самое. Они ощущают пищевые газы, как никто другой, когда Хаяма объясняет науку, лежащую в основе каждой специи, которую он использует в своем карри. Мугуми откусывает еще кусочек и еще раз ощущает вкус специй. Сума замечает что-то странное в стиле приготовления Хаямы. По-видимому, он мастер в искусстве приготовления блюд, используя только аромат. Хаяма объясняет, что он здесь просто для того, чтобы воплотить в жизнь все, что исследует Сяоми. Сума ценит его карри и обещает обыграть Хаяму в его собственной игре на предварительном этапе. Это стало неожиданностью даже для самой Мегуми, которая на стороне Сумы. Хаяма предупреждает Суму, чтобы он был осторожен со своим обонянием на предварительных этапах. Но опять же, Сума, который все еще страдает от того, что его кишечный мусор валяется у двери, говорит ему, что он собирается победить он. По возвращении в общежитие Мегуми начинает немного волноваться из-за неизвестности. По-видимому, она никогда по-настоящему не думала, что темой их блюда будет карри, единственное блюдо, в основе которого лежат исключительно специи. Сума успокаивает ее и немного рассказывает о том, что его семья является причиной, по которой он не может позволить себе отказаться от участия в соревнованиях сейчас. Лето быстро приближается, а до осеннего отборочного этапа осталось всего 6 недель, и Мегуми знает, что у них меньше, чем достаточно времени, чтобы придумать что-то особенное. Смешайте смесь, которая выделит их карри на карте и позволит им попасть в число лучших студентов, которые будут отобраны для участия в настоящем турнире. Атмосфера в общежитии полярной звезды кажется намного более странной, чем обычно, поскольку каждый студент первого курса либо пробует смеси карри, либо смешивает специи, чтобы получить самую вкусную приправу. Сума также измельчает, выбирает и смешивает специи, чтобы создать свою собственную секретную формулу. Кеничи и Мито работают над хорошей смесью специй в клубе Дон РС. Пока все это происходит, Исами Альдини провожает в аэропорт своего брата Такуми, который собирается улететь обратно в Италию на летние каникулы. По дороге к автобусной остановке Такуми берет с Исами обещание победить его в предстоящих отборочных соревнованиях. Исами решил немного пошутить над ситуацией и разозлил своего старшего брата. В конце концов, его автобус прибывает, и Такуми садится в него, попрощавшись в последний раз со своим младшим братом. Где-то в густонаселенном мегаполисе Китая одна из студенток из Тацуки, Миёка, яростно готовит свою смесь карри. Она вспоминает свою предыдущую встречу с мужчинами, управляющими рестораном ее отца, и улыбается тому, как она доказала, что они были неправы. Очевидно, мужчины ни разу не подумали, что она может готовить вкусную еду по-мужски. К счастью, она приготовила самое потрясающее блюдо, которое они когда-либо пробовали, и поступила в старшую школу Татасуки, чтобы завоевать еще больший престиж. На этот раз она была готова сделать все возможное, чтобы принести домой победу и почтить ресторан своего отца. Перенесемся на несколько дней вперед, и вот уже август. Мегуми покидает общежитие, чтобы навестить своих родных в сельской местности, а также посмотреть, какие местные ингредиенты она могла бы собрать перед конкурсом. Она обменивается несколькими ободряющими словами с Сумой и убеждается, что они оба на правильном пути, поскольку до отборочных соревнований оставалось всего 3 недели. В другом месте можно увидеть, как преследовательница арены, она же Садацука, маниакально смеется в своем темном логове и совершенствует свой зловещий рецепт перед приготовлением и подачей на стол. На предварительном этапе, попробовав приготовленное ею варево, она бросает взгляд на свою стену, которая заполнена фотографиями арены, Хисака и ее отец, и бросает в них нож. Затем она продолжает заниматься своими делами и проклинает Хисака. В этот момент Хисака замечает что-то странное в воздухе и вздрагивает, готовя
на кухне Арены. Арена резвится вокруг своего дорогого папы, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Алиса и ее телохранитель Рю наблюдают за происходящим из окна. С другой стороны, Мегуми приезжает в свою деревню. Окружающие сразу же узнают ее, прежде чем мать заберет ее и отнесет на кухню. Наполняя рыбу, Мегуми думает о последних словах Миёко, сказанных о ней, и понимает, что она должна сделать это сама и перестать полагаться на Суму. Работа и обучение продолжаются для всех, пока дни не превратятся в недели. За несколько дней до отборочных соревнований Сатоши застает Суму на кухне, который проводит всю ночь напролет. Он заходит поздороваться, так как сейчас раннее утро, но опять же Сума засыпает из-за переутомления. Хаяма и его хозяйка Шиоми проводят время вместе, пока наконец не наступит день Д. Сума и еще 59 учеников не выйдут на площадку, чтобы принять участие в конкурсе. Сума считает, что Мидо не хватает, и дразнит ее до чертиков. Элис и Рю приходят поздороваться с Сумой. Вскоре Такуми и уменьшенная летняя версия Исами появляются, чтобы порадовать Суму своим присутствием. Через несколько минут директор Сензиман обратится к студентам перед началом конкурса. Он начнет с того, что назовет место, которое в нем находится, оно же зал лунных богов. Это здание – место, где бывшие члены элитной десятки проводили свои кулинарные конкурсы. Сензарман был более чем готов наблюдать за соревнованиями студентов, чтобы оказаться в числе немногих избранных для участия в турнире. Он покидает сцену и направляется к Ураре, чтобы объяснить им правила всего матча. Все 60 студентов будут разделены на две группы по 30 человек, и им будет дано 3 часа на то, чтобы придумать потрясающее блюдо с карри, которое произведет революцию во вкусовых рецепторах судей. Через 3 часа судьи выберут 4 лучших из каждой из 2 команд для участия в осеннем отборочном конкурсе. Сен-Дзимон начинает соревнования, и все ученики разбегаются по своим местам. Вскоре судьи, известные как мужчины и женщины, работающие в пищевой промышленности, направляются в зал, чтобы занять свои места. Среди судей генеральный директор и операционный директор Хоуби Фудс, одной из богатейших компаний по производству карри во всей Японии, Нацумы и ее сестра Ори соответственно. Нацумы занимает свое место судьи кулинарного конкурса группы А, в то время как ее сестра Ори занимает место судьи группы В. Через несколько минут после прибытия судьи начинают оценивать участников, поскольку они предвидят, какие деликатесы им предстоит попробовать в этот день. Студенты также начинают готовить различные деликатесы с карри, в то время как судья наблюдает за их работой. Мито, Миёко, Юки, Такуми и многие другие достойные внимания люди готовят сами, чтобы убедиться, что их блюдо получится вкусным. Помощник Алисы Рю надевает свою особую бандану Red Fire и на некоторое время сходит с ума. Хаяма сводит с ума весь зал своей удивительной и аппетитной смесью специй. И Бусаки тоже окутывает зал своим сладко пахнущим дымом. Пока все это происходит, Идзан упоминает Нацуме, что в данный момент есть кое-кто, кто его интересует, и ему не терпится увидеть, какое блюдо он приготовит в свое время. Чего он не знал, так это того, что человек, которого он так хотел увидеть, он же Сум, крепко спал. Это стало шоком для всех, так как они не знали, что Сума просто проводил время. Когда пришло время, Сума встал и открыл свою кастрюлю, чтобы продемонстрировать аромат риса, который он варил в овощном бульоне и смеси специй. Хаяма немного удивился и попросил Сумму объяснить, что за блюдо он готовит. Сумма, однако, предпочел бы пока не проливать ни капли воды на свое блюдо. Он говорит Хаяме подождать и приготовиться к тому, что его фирменное блюдо приведет его в восторг. Там, в зале В, группа студентов пытается запугать Мегуми, чтобы она бросила учебу на полпути. Две черлидерши из общежития «Полярная звезда» прогоняют хулиганов и возвращаются на свои места, чтобы встретиться с Фумио, который говорит им сохранять спокойствие и продолжать подбадривать своих людей. Тем временем Миёко останавливается, чтобы немного отчитать Мегуми, прежде чем продолжить готовить. Такуми достает свой двуручный меч и разрезает еду как масло. Исами не отставал и изящно слепил красивый шарик из теста, чтобы приготовить внутри него карри. Мегуми возится с большой партией продуктов, покрытых пленкой, и это заставляет всех смотреть на нее свысока. Однако она шокирует всех, когда открывает главный ингредиент своего блюда – подвешенного морского черта. Даже несмотря на это, все недооценивали ее мастерство, так как считали, что она слишком неуклюжа, чтобы разделать такую сложную рыбу с сочащейся студенистой слизью. Наговорив глупостей о Мегуми и ее навыках, Мегуми встает в центре сцены и использует технику Сумы, чтобы успокоиться. Затем, не теряя больше времени, она достает свой мясницкий нож и начинает нарезать рыбу очень аккуратно. Судя по всему, она научилась разделывать морского черта, когда была намного моложе. Именно в этот период дедушка и шеф-повар ее семейного ресторана утратил интерес к разделке морского черта. Решив помочь своей семье, Мегуми упросила известного рыбака в ее местности научить ее искусству разделки морского черта. Так что теперь у нее по сути работает мышечная память, когда она разрезает все части морского черта на соответствующие части, к большому восхищению всей толпы. На часах осталось всего 5 минут, и повара заканчивают готовить так быстро, как только могут. Когда таймер достигает нуля, раздается звонок, и каждый шеф-повар должен представить свои блюда судьям для дегустации. Юрара из зала Б вновь представляет себя и судей зрителям.
Каждый судья должен будет оценить блюдо по 20-бальной шкале после того, как попробует его. А так как на месте присутствует 5 судей, то общая оценка составит более 100 баллов. Случайный студент подает свое блюдо судьям для дегустации. После того, как они попробуют его, судьи анализируют сложность блюда и считают его достойным блюдом для простого студента. Когда пришло время выставлять оценки, оказалось, что студент набрал всего 33 балла от всех судей. Он протестовал против системы подсчета очков, но судьи объяснили точную причину, по которой они выставили ему такой балл. Студент выходит из зала, опустив голову к земле. Несколько других студентов приходят со своими тарелками, но все равно не набирают необходимого балла для прохождения теста. Скоро настанет очередь сейчас, и она подает блюдо настолько вонючее, что пришлось включить вентиляцию всего зала на полную мощность, чтобы избавиться от вони. Вся комната. Очевидно, она использовала вонючий ингредиент, известный как кусая, для приготовления карри с лапшой. Она призывает судей попробовать это блюдо и поразиться. Леди Ори откусывает первый кусочек и понимает, насколько это вкусное блюдо. Она приступает ко второму кусочку лапши и замечает вкус умами от морепродуктов, присутствующих в блюдах. Судьи следуют примеру Ори и откусывают кусочки от своей еды. В мгновение ока все 5 судей полностью поглощаются едой, пережевывая каждую лапшу, испытывая аппетитные пищевые ощущения, пока не закончат есть. Сейчас он набрал 84 балла, став первым человеком, получившим высокий балл за все время соревнования. Вскоре Хисака, ее соперница, которая также является по арене, появляется со своим собственным блюдом и подает его судьям. А теперь останови ее на полпути и объясни, как сильно она хотела победить Хисака в ее собственной игре. Теперь, когда она набрала 84 балла, она верит, что наконец-то сможет победить Хисака. Но если ей удастся победить ее, то у Хисака не останется иного выбора, кроме как уйти с поста главного тренера арены. Хисака смиряется с этим и подает судьям свою еду. Попробовав ее нежный рулет и мясо, судьи испытывают нечто такое, чего никогда раньше не испытывали. Один из шеф-поваров приходит в такой восторг, что мгновенно расшифровывает блюдо. Судя по всему, Хисака использовала лекарственные травы, чтобы сделать свое блюдо одновременно вкусным и целебным для судей. Все настолько проникаются вкусом, что обретают сверхчеловеческие способности. В конце концов, они доедают свои блюда и оценивают Хисака. Хисака также дает блюдо той, кто жалуется, и ей удается изменить свое мнение. Теперь она ощущает ошеломляющий эффект целебных трав, ласкающих ее вкус. В конце концов, она признает свое поражение и проигрывает Хисака. Хисака занимает первое место, набрав в общей сложности 92 очка. Весь зал взрывается от радости и смеха после потрясающей победы Хисака. Миёка идет следующий, за короткое время набирает в общей сложности 87 очков за свой китайский рис с ананасами, обжаренный по-китайски. Судьи потрясены, увидев, как женщина ведет себя по-мужски и готовит лучший в мире китайский рис с ананасами. Когда мы возвращаемся в зал для групп, весь зал молчит, пока Нацуми и другие судьи сводят баллы строго к нулю. Что касается зала В, то Юки получает 86 баллов за свое блюдо с карри и занимает третье место, переместившись на 4-ю позицию. У каждого судьи есть что сказать хорошего о блюде Юки. На лице Юки сияет потрясающая улыбка, когда она наслаждается похвалами, которыми осыпают ее судьи. Когда она заканчивает, Исами Альдини подходит, чтобы представить свое блюдо шеф-повару. Судьи оценивают блюдо и считают, что это кальцоне с насыщенным карри на основе томатов. Когда они откусывают кусочек, умами из помидора попадает судье в рот, и они наслаждаются им. Исами останавливается, чтобы объяснить, какую смесь специй он использовал в своем блюде с помидорами. В итоге все судьи считают, что он достоин получить 87 баллов. Это связывает его с Миёко и позволяет ему делить второе место, как и Миёко. Времени почти не осталось, и Такуми вызывают на сцену, чтобы он представил свое собственное блюдо. Он ставит свою еду на стол, и все они откусывают по кусочку от блюда с карри в стиле пасты. Судьи внимательно смотрят на обычное блюдо с пастой и недооценивают его вкусовые качества. В ту минуту, когда они откусывают кусочек от блюда с пастой, у них во рту возникает взрыв соусов. Они еще раз проверяют пасту и обнаруживают слой сыра пармезан, настоянный внутри слоев. На этот раз они откусывают еще кусочек, чтобы оценить вкус и, наконец, заметить креативность в блюде Такуми. Это заставляет Асами немного завидовать своему брату, так как его всегда сравнивали с ним задолго до этого. Однажды вечером в Италии Такуми застал его плачущим из-за того, что родители отругали его накануне вечером. Такуми сжалился над своим братом и пригласил его поработать вместе с ним, чтобы их семейный ресторан появился на карте. Исами берет брата за руку и решает работать вместе с ним. Вместо того, чтобы раздувать из мухи слона, Исами поздравляет своего брата и признает поражение в этот день. Оценив их блюдо, судьи присудили ему 90 баллов, что ставит его на второе место. Вскоре появляется Элис, чтобы представить свое собственное блюдо, которое само по себе является блюдом с карри. Она делает дуги из панировочных сухарей и добавляет несколько редких ингредиентов, чтобы создать на тарелке произведение искусства. Судьи откусывают кусочек от блюда и застывают на месте, пытаясь подобрать слова, чтобы описать то чудо, которое они только что попробовали. Элис объясняет, что она мгновенно заморозила все, что было на тарелке, чтобы создать для судей незабываемое ощущение. Урара просит судей высказать свои мысли по поводу всего блюда. Почти сразу же все они высказались о том, насколько вкусным они находят это блюдо. В итоге каждый из них поставил ей по 19 баллов, набрав 95 баллов,
что ставит ее на первое место после Хисака. После этого Урара завершает турнир. Как раз в этот момент Мегуми поднимает руки, чтобы предложить свое блюдо. Она немного стесняется даже подойти к судьям. К счастью, ее родные были рядом, чтобы подбодрить ее. Они поощряют Мегуми собраться с духом, чтобы встретиться с судьями и с гордостью подать свое блюдо. Судьи поначалу недооценивают ее блюдо, но когда они откусывают кусочек рыбы, то ощущают такое тепло, какого никогда раньше не испытывали. Почти сразу же дегустаторы описывают блюдо и позволяют Мегуми рассказать о секретном ингредиенте, который она использовала при его приготовлении. К концу дня Мегуми набирает в общей сложности 88 баллов, что ставит ее на 4-е место. В мгновение ока Элис, Такуми, Мегуми и Хисака попадают на настоящий турнир. И ученики, и Фумиотян удивлены тем, через что пришлось пройти Мегуми, чтобы добиться такого потрясающего результата за столь короткое время. С другой стороны, Нацуми продолжает выставлять 0 баллов почти каждому ученику, который приходит угостить ее своим фирменным блюдом карри. Совсем скоро настанет очередь Рио, и он подаст судьям деликатес с карри из голов лобстера и рисом с шафраном в качестве гарнира. Нацуми восхищенно отзывается о своем блюде и называет его обычным, прежде чем откусить кусочек. Она внезапно преображается и решает съесть еще несколько кусочков, и это удивляет всех присутствующих, потому что она никогда раньше не брала ни одного кусочка из чьего-либо блюда. Что еще хуже, Нацума проливает слезы радости, рассказывая людям о каждом элементе блюда. Другие судьи также отмечают, что при приготовлении блюда использовался коньяк. Судя по всему, Рио приобрел коньяк, выдержанный в кедровых бочках около 50 лет. Благодаря такому выбору его блюдо приобретает нотки природной свежести и тому подобное. Решив, что с блюдом покончено, Рэ не дает Нацуме почистить рот и надевает свою красную повязку на голову. Он активизирует свое более буйное альтер-эго и уговаривает Нацуми пососать голову лобстера. Он вручает каждому из судей пипетку, наполненную определенным пряным веществом, и призывает судей капнуть это вещество на их тарелки. Нацуми сначала протестовала против этого, но после долгих уговоров Рэ она капнула вещество на голову Амара и высосала содержимое. После этого она отправила в рот около 3 ложек риса с шафраном, открывая его для насыщенного вкуса, скрывающегося в голове Амара. Получившийся в результате взрыв вкуса принес Рэ 93 балла и поставил его на 3-е место. Вся толпа взорвалась от радости, так как они наконец-то увидели своего первого человека, набравшего 90 баллов. Рио рассказывает судьям о своем ужасном прошлом и о том, как он постоянно участвовал в кулинарных конкурсах. Для него этот турнир не что иное, как прогулка по парку. После того, как Рио показал им, из чего он на самом деле сделан, он снимает повязку на голове и возвращается на свое место. Вскоре после этого Мито представляет судьям свое блюдо, которое он называет карри из свинины донкпа. Судьи проверяют карри встряхиванием тарелки и понимают, насколько оно мягкое и нежное. Все в ужасе облизывают слюну, когда ощущают вкус умами, исходящий от нежной свиной котлеты. Нацуми немного сомневается, стоит ли пробовать свинину, но с другой стороны Мито дает ей последний толчок, в котором она нуждается, чтобы съесть свою еду. Все судьи откусывают от блюда по кусочку и понимают, насколько хорошо рис сочетается с карри из свинины. Они едят и пробуют все, что душе угодно, и присваивают ей 86 баллов, что ставит ее на 2-е место. Сума хвалит ее за старание и умудряется улыбаться. Следующий заходит Река и подает им немного ферментированного карри из фасоли натто с зеленым луком. Поначалу судьи, как всегда, недооценивают блюдо, но потом каждый из них откусывает кусочек от блюда и поражается тому, насколько вкусным и ароматным является каждый из них. Нацума чувствует некоторое покалывание во рту и просит Река объяснить, какой секретный соус она использовала в своем блюде. Река говорит им, что использовала ферментированный рисовый солод и соевый соус. Так все становится еще вкуснее, а судьи следят за тем, чтобы блюда доставляли им максимальное удовольствие. В итоге они присваивают ей 86 баллов, и это позволяет ей занять 2-е место. Река немного разочарована результатами, но с другой стороны Сума был рядом, чтобы подбодрить ее, так что она принимает свой рейтинг. На очереди Маруи, и парень, который всегда выглядит уставшим, подает свое белое блюдо, белую похлебку с карри удон. Он дает краткое описание всего блюда и наблюдает, как судьи едят из его тарелки. Весь зал замолкает, когда судьи одним движением перемешивают яйцо пашот, удон, плавленый сыр и рулет. Съев приличное количество, они останавливаются, чтобы оценить, насколько превосходен вкус, и рассказывают об исторической ценности такого блюда в истории кухонь. Это заставляет всех повторять его имя по всему залу, поскольку они понимают, насколько хороша его стряпня на самом деле. В конце концов, Маруи получает признание за свои обширные знания исторических кухонь и получает 88 баллов, что выводит его на 2-е место. Следующим идет Ибусаки, который подает им блюда из копченой свинины, копченого яйца и копченого риса с копченым карри. Каждый из судей откусывает кусочек от блюда и сразу же замечает невероятную смесь специй в этих блюдах. Они ценят старания Маруи сделать блюдо запоминающимся и в конце концов спрашивают его, в чем секретный ингредиент. У Маруи лопаются пузыри, когда он говорит им, что использовал копченую морскую соль. Из-за впечатляющего вкуса блюда судьи присудили ему 88 баллов, что ставит его в один ряд с Маруи и ставит на 2-е место. Таким образом, получается, что если тот же результат сохранится, то у судей не будет другого выбора, кроме как проголосовать за лучшего человека, который выйдет на 1-е место. Быть помещенным в 4-ку лучших по другим критериям. Однако для этого было еще слишком рано, так
как другие конкурсанты, такие как Хаяма, еще не представили свои блюда. Около 8 лет назад Хаяма встретил обычного владельца киоска, который приставал к Сяоми, который был ростом со старшеклассника. Сяоми мысленно вспоминает это событие, наблюдая, как Хаяма, ее самое ценное вложение, подает судьям, в том числе Суму, незащищенную смесь карри. Сума берет ложку и протыкает верхнюю часть хлебца, чтобы выпустить сильный запах карри изнутри. В другом месте видно, как Учиро пробует на вкус отвратительное блюдо, которое он только что приготовил. Его немного тошнит, а затем он продолжает думать о том, как дела у его сына дома. Тем временем Мегуми получает повышение до 4-го места и присоединяется к остальным 4, чтобы представлять свою школу на осеннем отборочном турнире. Тем временем Сума из Хейла наслаждается удивительным ароматом блюда Хаямы. Он наслаждается приправами и насыщенным карри, которые Хаяма использовал при приготовлении этого блюда. Когда судьи откусывают кусочек от блюда, они ощущают вкусовые бомбы, как никто другой. Нацуме вспоминает прошлое и понимает, что шеф-повар Хаяма использовал базилик при приготовлении своего блюда. Она спрашивает Хаяму, как ему удалось вырастить базилик в Японии. Хаяма говорит ей, что пока не может раскрыть свои источники. Это вызывает у Нацуме любопытство, поскольку она пытается завербовать его в свою команду, но опять же, Хаяма пока не готов расстаться с Шиоми. Сума тоже откусывает кусочек от блюда Химаи и замечает йогуртовый аромат блюда. Он спрашивает Хаяму об этом, и Хаяма говорит ему, что это просто потому, что он не хотел, чтобы специи и аромат базилика перебивали вкус блюда. Это еще больше возбуждает интерес судьи к его блюду, поскольку все они откусывают еще по одному кусочку, чтобы получить одинаковое количество освежающего вкуса сразу еще раз. Как раз в тот момент, когда судьи собирались подсчитать свои баллы, появились Юки и другие ее друзья. Когда судьи выносят свое решение, они присваивают Хаяме в общей сложности 94 балла. Это выводит Мидо из отборочной четверки и ставит Хаяму на первое место. В этот момент Сатоши появляется в административном разделе, чтобы противостоять Арене и ее смущающему взгляду за то, что она смотрит свысока на Хаяму и остальных. Немного позже появляется Сума и представляет свое блюдо судьям и остальным. Открыв тарелки, Сума обнаруживает карри в стиле ризотто, покрытое омлетом. Это блюдо имитирует стиль Хаямы. Сума поражает судей и зрителей, разрезая омлет и демонстрируя всем ризотто и карри, наполненные вкусом и благоуханием. Насладившись ароматом, судьи откусывают кусочек и наслаждаются аппетитным вкусом сочного ру, приготовленного из куриных и свиных костей. Нацуми и 4 других шеф-поваров говорят пару слов о великолепном блюде, которое находится прямо перед ними. Тем временем Хаяма изо всех сил пытается понять, что же это за таинственная приправа во всем ризотто. Немного поразмыслив, он понимает, что Сума использовала в этом блюде манговый чатни. Поняв, что его секрет раскрыт, Сума объясняет все, что он использовал в своем блюде с чатни. Из слов, которые Арена слышала от него, она наконец начала понимать, о чем говорил Сума, когда она всегда пыталась подразнить его. Судьи немного путаются в том, какую оценку поставить такому человеку, как Сума. В итоге они оценивают блюдо Сумы в целых 93 балла. Это поражает всех, включая Такуми и Хаяму, которые никогда не думали, что могут сравниться с чем-либо. Хаяма стоит ошеломленный, осознавая, что Сума на самом деле победил его, если бы они участвовали в обычном кулинарном конкурсе. В конце концов, судьи начинают спорить из-за оценок, которые они все выставили Суме. В итоге Суме достается 2-е место в группе А Элис 1-е место в группе В. На этом весь турнир подходит к концу. В тот вечер все вернулись домой, чтобы посмеяться и расслабиться в общежитии Полярной звезды. Мегуми воспользовалась моментом, чтобы насладиться своей победой в тот день. Ей также удалось изменить мнение Миёко о себе, и это принесло ей ощущение свежести. В Полярной звезде все возвращается на круги своя, и ребята начинают спорить о своих победах и рецептах с турнира. Фумио обещает приготовить им их любимые блюда в этот день и оставляет их ценить друг друга. Где-то в другом месте Хаяма находит своего сенсея, Джун, лежащую без сознания на полу после того, как напилась до бесчувствия. Он поднимает ее и осторожно кладет на кровать, прежде чем пообещать выиграть турнир от ее имени. В этот самый момент Элис начинает капризничать после того, как пригласила Арену поиграть с ними в карты. К сожалению, в тот вечер у Арены было слишком много бумажной работы, так что она не смогла по-настоящему поиграть с Алисой. Алиса смирилась с этим и ушла в свою комнату. Чего они не знали, так это того, что сейчас все еще находится в ветвях и шпионит за Ареной и Хисака. Арена еще раз подумала о аромате омлета Сумы и съежилась от того, насколько восхитительным был этот запах для ее носа. Мегуми также заметила, что Сума задумался на балконе и остановилась, чтобы поговорить с ним о том, как они провели время в прошлом. Сума ценит преданность, которую она в последнее время вкладывает в свою работу, и желает ей только успеха в ее будущих начинаниях. Это немного смешит Мегуми, а Мито, которая прячется и шпионит за ними, по-настоящему завидует Мегуми и Суме. Сума становится серьезным и украдкой показывает Мегуми, насколько он планирует готовить потрясающие блюда в будущем. Скоро Сатоши и остальные присоединятся к ним на балконе, чтобы приготовить ужин на гриле. Один из парней там называет Мито Накуми, что в переводе означает мясо, и это так ее бесит, что она бьет его кулаком по земле. Сума готовит еще одно отвратительное блюдо из кальмаров и запихивает его Мегуми в глотку. На этом мы подошли к концу нашего видео.